Всем привет, вы на канале Польза.нет, и здесь только быстрые обзоры и долгие стримы. Стримы в основном тематические, на один из таких стримов вы сейчас и попали. В первые 5-7 минут я раскрою основную тему, а потом обязательно отвечу на все ваши вопросы, которые за месяц, вполне возможно, точнее за неделю, я делаю стрим раз в неделю, возможно, у вас накопились, и скорее всего так и есть. Первое, что я бы хотел сказать по поводу темы обзора. 6 моих телефонов основных, перечислю их сразу. Первое, это OnePlus 7T Pro, когда-нибудь он будет заменен мной на 8T, когда будет более-менее адекватная цена. Он нужен для всего, на него классно снимать, с него классно слушать музыку, у него отличная фронталка, он плавный, и это, в принципе, супер телефон, к которому у меня нет никаких претензий. Но все движется, все становится лучше, и по камере намного лучше Huawei P40 Pro. Как вы замечаете в роликах, я использую вид сверху и вид сбоку. Вот это два основных аппарата. Иногда я использую Pixel 4, на который я сейчас снимаю стрим. Иногда я использую Pixel 4a, который я сейчас тестирую. Так же, кстати, как Huawei P40 Pro. До сих пор я не сделал обзора. Здесь лежит также iPhone 7. И вместо него я часто использую 11 Pro Max, но супруга уехала вместе с ним, поэтому иногда использую его. Для чего использую я его? Исключительно для тестов наушников, как они будут звучать с iOS-системами. И второй момент, иногда в определенных случаях iPhone делает лучше, на iPhone проще сделать фотографию и выше вероятность того, что она получится, чем на какой-либо другой девайс. В основном обложки я делаю на Huawei P40 Pro, если нет, то на iPhone. Почему лежит Redmi Note 7? Вот он в обложечке, точнее в чехольчике. Можно сказать, считаю я его последним из магикан. То есть, когда был Redmi Note 7, альтернатив от других брендов за ту же цену по моим меркам не было. Поэтому я его и покупал. И до сих пор я его использую, опять же, для тестирования наушников. На видео снимать ролики на него тоже можно. Самое главное — это прямые руки. До того, как кто-то уйдет или кто-то, наоборот, решит остаться, чтобы услышать ответы на вопросы, если вы решили заниматься блогингом, если решили делать видео для дома, если вам необходимо хоть что-то из разряда видеоряда, вы можете вообще не заморачиваться на телефоны, ну, исключая там каких-нибудь мрачных Qbot и Umidigi, вот эти вот дела, конечно, вот наподобие таких телефонов, они снимают видео из ряда вон плохо. А даже Redmi Note 7 на него можно снимать. Самое главное в этом случае, это первое, штатив вам необходим будет, чтобы он не дрожал и ничего. Даже если нет штатива, вам необходимо тогда будет себя настраивать, чтобы не тряслись руки. Потому что если здесь можно включить 60 FPS, либо хорошее слоумо, и картинка не будет плыть. Вот, допустим, у вас есть съемка в 60 FPS, вы ее растягиваете, делаете в 2 раза медленнее, и у вас уже слоумо вроде бы. И ничего не плывет, и все круто. А здесь это сделать намного сложнее, но по большому счету на Redmi Note 7 я снимал. Первые 1,5 года я снимал на Huawei P20 Pro, вы можете посмотреть, 3 года существует мой канал. После того, как я разбил Huawei P20 Pro, я снимал на OnePlus 7T Pro, ну, основную картинку. И теперь я снимаю основную картинку в 99%, ладно, в 90% случаях на Huawei P40 Pro, иногда на Pixel. Почему? Потому что он маленький. То есть Pixel удобен тем, что раз он маленький, а два я не снимаю в 4К на Pixel, я снимаю на пикселе в HD. В HD качестве, по большому счету, большинство и смотрит в HD, это раз, а два, в HD качестве можно великолепным образом заниматься рендерингом на ноутбуке. То есть, если вы снимаете в 4К, ваш ноутбук должен быть супер мощным. У меня вроде бы видеокарта 1060 на 6 гигабайт, а оперативной памяти 16 гигабайт у меня, точнее на 6 гигабайт видяха и 16 гектар оперативы. И все равно 4К, если 10-минутный ролик, прям очень долго и тяжело делает мой Asus ROG 702 VM, поэтому я снимаю, если снимаю на пикселе, в HD. Удобно, маленький, простой, фотографии тоже хорошие. В общем, проще говоря, мораль, наверное, всего этого стрима за первые 4 минуты я могу свести к одному. Если вы хотите снимать, никакие вам не нужны примочки из разряда вот таких штуковин, что вот я куплю себе какие-нибудь макрообъективы. Все это лабутень. Без них совершенно свободно картинка в 4К кропается, то есть делается маленькой, и все, и у тебя уже утрирована макросъемка. Только если ты не решил кофе в крупном плане, как нам показывают, снимать непонятно для чего. И опять же, даже его можно кропнуть. Здесь не лежит
Моя GoPro куда-то я выложил сегодня, потому что снимал на нее. GoPro любая, тоже 3, 5, 4, 6, 7, 8 камера, это великолепная вещь, начиная с тройки, если вы занимаетесь любым экшеном, или вы снимаете вещи, это супер. Дальше идут уже приблуды из разряда хороших квадрокоптеров, но по большому счету, для того, чтобы вам что-то снимать и что-то выбрать конкретно, что вот съемка вам нужна, не нужно ничего суперского, достаточно какого-нибудь среднячка из разряда Redmi Note 9, S Pro, еще что-нибудь. Главное понимать, что все зависит от ваших прямых рук. И если вам не нужен один сплошной кадр на 10 минут, кропать по 3-5 секунд это очень просто. То есть обрезаете картинку, которая вам нужна, и все. Дальше. Плюс у всех этих телефонов есть свои особенности. Мне нужны их особенности исключительно с точки зрения того, какие они кодеки используют для аудюшечки. Как вы знаете, где-то треть моего канала это беспроводные наушники. Не хватает у меня телефонов Oppo, Vivo и Realme. Я их заказал 11.11, чтобы можно было увидеть анимацию со всем, чем только можно, и послушать. Очень часто бывает такое, что с Pixel хорошо наушники работают, с Huawei плохо, с iPhone супер. И OnePlus, допустим, они ужасно великолепно работают. И поэтому необходимо тестировать наушники со всеми девайсами. Ну, опять же, это мое мнение и мой подход. Поэтому мне необходимо несколько смартов. Если бы я советовал вам, ну, вот сейчас часто спрашиваете, какой смартфон купить, я как говорил до этого, так и сейчас говорю OnePlus. Почему? Потому что из всех мобильных устройств, которые у меня были в руках, у меня не было 6-го, у меня не было 5-го OnePlus, но у меня были люди, которые ими пользовались рядом. Я брал их в ручки, и я видел этот восторг лютый, и люди до сих пор ходят с этими древними OnePlus'ами. Так что если у вас есть возможность купить OnePlus, не смотрите вы горе-блогеров, включая меня, по поводу там моих обзоров на OnePlus 7T Pro, допустим, я сделал хейтерский обзор, потому что он дорогой, и как бы все равно я считаю, что миссия любого блогера это искать недостатки, пусть и гипертрофированные, вот такая она миссия, если она в моей голове изменится, потому что есть Wylsacom и есть все остальные, вот как бы рекламный канал там, а все остальное должно быть противопоставлено, а истина где-то все-таки, наверное, посерединке. Вот, и по поводу телефонов из разряда все почему-то блогеры, я не понимаю, почему миллионники советуют пиксели. Это не идеальные телефоны даже близко, то есть у них атовизмов просто море. 4А, допустим, это сенсор разблокировки по лицу я так и не нашел, может она есть, у меня еще не было на него обзора, но он даже выглядит как атовизм, то есть вы платите какие-то сумасшедшие деньги, чехол, кстати, $40. Я не буду делать хейтерский обзор, но то, что бежать и покупать вот это чудо за эти безумные деньги, это как минимум глупо. А если брать телефоны Huawei, которые тоже я мог гипотетически советовать, потому что сам ими пользуюсь, проблем с установкой Play Market и Google сервисов многие могут сказать их нет. Допустим, для кого-то вот большой у вас мозг, это очень круто, а рыжая борода, у нас так не выражаются, я вас банить не буду. Еще раз напоминаю, на канале нет мата, хамства, рекламы и, ну, если она появится, конечно же, будет значок. Либо я, как иногда, сообщаю, вот как сегодня, что мне прислал производитель Хавита, но я думаю, они уже плюются, что они мне что-то послали, черт с ним. Это их выбор, сами присылают, сами слышат про себя всякие вещи правдивые, но опять же относительно. Так вот, у Huawei, как только вы установите на него сервис, есть одна большая проблема, он иногда будет фризить. То есть, если вы не устанавливаете Google сервисы, могут мне, опять же, миллион человек сказать, что это все глюки, что я опять перевираю, бла-бла-бла, но я им пользуюсь. То есть, в основном я пользуюсь им и Pixel 4. И я не советую людям, которые конкретно берут не для блогинга, не для фотографий, не для видео, данный телефон, лучше купите любой iPhone. Опять же, там XR, X. Можно тоже долго и упорно смотреть на толстых дядечек, лысых, в очках или еще кого-нибудь, которые будут говорить, что вот железо в айфоне стоит в 4 раза дешевле. Это так, ну как бы окей, но работает оно быстрее, чем тот же OnePlus. Все, это де-факто. То есть, кто юзал iPhone и юзал Android, он понимает, что здесь фризов и глюков намного-намного меньше. И если у вас есть MacBook, и как-то я начал все-таки топить за iPhone, здесь люди не для этого. Это, если у вас есть средства, нечего смотреть такие ролики, покупайте самое дорогое от Apple и все, и забыли. Вместе с программным обеспечением. Если вы простой смертный, как и я, берете OnePlus с рук, не знаю, брать или нет. Да, Хорсман, очень много странных чуваков в интернете, в моем, опять же, понимании, потому что любой блогер, вот, допустим, как и я, мы имеем возможность покупать все.
и чем-то мы пользуемся. Я объективно понимаю, что, допустим, я бы хотел пользоваться яблочной продукцией, если бы у меня были на нее средства, потому что нужно параллельно купить ноутбук за 200 штук, а это все-таки контента, получается, где-то на месяца 4 мне закупаться. Вот. Из Унила, еще раз, если будете спамить, то вы будете забанены, очень жаль, что приходится банить пользователей и переключаться на это дело. По поводу редмиков. Когда вы покупаете любые бюджетные телефоны, вы должны быть морально готовы, что никаких каких-то мега-супер вещей вы не получите. То есть это все равно будет подвисать, это все равно будет лагать, видео, при любом раскладе видео будет мылиться, фото будет мылиться. Но вот все, что вы опять же видите в роликах из разряда «я делал фотографию и в общем, где-то края мылятся ночью». Вы много ночью фотографий делаете? Убейте меня нежно. Я нет. Я вообще не знаю людей, как... Ну, может, в пьяном угаре в клубе ты после литра самбуки или абсента, там, грамм 400, начинаешь фотографии снимать. Но чем бы ты ни снимал, после этого полулитра, даже, черт с ним, вискаря, обычный среднестатистический человек, он будет снимать плохо. Вот, дальше, что бы я хотел сказать, что вы, когда выбираете мобильный телефон, всегда должны думать в первую очередь об одной вещи, и она называется автономность, потому что вот это краеугольный камень всех пикселей. Пиксели это, ну, опять же, 5 я не тестировал пока, я могу сказать за 4, 4А, 4 мрачный и 4 XL лучше чуть-чуть, 4А еще чуть-чуть лучше, но опять же, это не OnePlus. И да, это все печальная история о чем-то там. К чему еще по телефонам? Самое главное, если вы планируете что-то там снимать, опять же, может быть, когда-то там будет у меня 200 тысяч подписчиков, они, наверное, неумолимо будут, все-таки нас уже 193 тысячи. Меня уволят, и я с лицом сделаю вам стрим с лайфхаком, как все это можно получить, то есть как сделать 200 тысяч подписчиков на Техноканале. Единственное, могу сказать, что в моем пути все очень просто, нужно очень много денег, очень прям совсем много, потому что, как у меня часто спрашивают, ты не продаешь свои девайсы. Я не продаю их, потому что я не гений. Когда я делаю топы, я делаю топы. Я не беру то, что у меня вот на руках, фиг с ним, Bessonic, который мне нравится, фиг с ним там. Считайте, что это камни, не камни, но те же Sennheiser, Соньки, еще что-то. Вот будет у меня сейчас топ-10 наушников дороже $100. Ну как я в топ могу не запихать эти уши? Да, они мне не нравятся, да, они мне не по размеру, но я четко понимаю, что они лучшие. Если я четко понимаю, что в бюджетном сегменте хавят, я вот хейтил, сегодня хавят, по мнению многих, но они будут в топе. То есть они реально будут в топе, потому что их можно купить до $30 на селе, и мне кажется, кто-то за 26 даже покупал. Вот, в комнате освещенность плохая. Если у вас есть плохая освещенность, потратьте вы лишних 1000 рублей, есть эти, ну, как бы обязательно, единственное, софтбоксы купите с лампами. Сразу вот китайцы продают с лампами, да, вам придется их перепаивать, я перепаивал. Но вот потом я купил кольцевую лампу, все, с чем я работаю, вот вы видите, ну, как бы мой трафик, контент, я там, получается, на 1200 иногда товаров в месяц обозреваю, в прошлый раз на 70 разыграл. И несмотря на это, лампа у меня стоит 3600 рублей. У меня спрашивают, где ты снимаешь? Я снимаю дома в уголке. Ничего фееричного не надо, нужен только мозг и все. То есть, и я уверен, что в любой теме такая же штука. 7T Pro просто волшебный телефон, поэтому 8T я тоже куплю. Обязательно, но пока сейчас не купил, потому что я купил Realme, я купил Vivo, я купил Oppo, я купил 3 телефона на этой распродаже и плюс еще ноутбук от Huawei. Первое, о чем прошу, кто зашел, не забываем прожать лайк за труды, я прям читаю одновременно ваши комментарии, не могу ответить. И ставим диск, кто себя наказывает моими стримами, чтобы я примерно понимал. В прошлый раз себя наказывало 26 человек, в этот раз, может быть, придет еще пару хейтеров. Хейтеры на вес золота. И не забываем, что в прикрепленном комментарии есть мой телеграм-канал со скидками и промокодами. На Алиэкспрессе уже 23 числа начнется еще одна распродажа. Кто что не успел купить, я, допустим, не успел купить тот же OnePlus 8T, я не успел купить, ну, потому что нереально дорого по мне было. Если будет адекватная цена, то я постараюсь их приобрести. Вот. И туда, соответственно, я буду выкидывать всякую радость. Вот как сегодня мне в комментариях люди написали, они стоят 4200, анкера я сегодня с хавитами сравнивал. Ну, люди на селе покупали за 1800. И это абсолютно реальная цена. У меня она, по-моему, была около
2 300 я их мог купить. Ну, вот во время распродажи с промокодами. Вот, по поводу телефонов, возвращаясь к своим все-таки баранам, для личного пользования какой телефон я могу посоветовать помимо iPhone и помимо OnePlus? У меня есть один товарищ, который очень радуется от Sony Xperia, но он фанат и, наверное, поэтому он так дико радуется. Все, кто юзает у меня Samsung, все плюются, особенно последние, проблема у них с олеофобкой. Может быть, такая партия была в моем городе, может быть, это просто от того, что люди тратят 100 тысяч и видят, какие у других телефоны за 45, вот, юзают их и понимают, что Samsung по сравнению с ним проигрывает, скажем так. И к чему это все? К тому, что на вкус и цвет товарища нет, главное, не дайте себя облапошить. При любом раскладе вы можете всегда, не можете, обязаны любой телефон прийти, потрогать в магазине, послушать, как вам будет втирать этот продавец, желательно какое-нибудь что-то полезное, помимо скидок, потрогать его, посмотреть, как вам экран, как он фризит, как в руке лежит, как вы его будете в кармашек засовывать. Но не убегать вот с этим вот засунутым телефоном в кармашке никуда. И после этого прийти благополучно домой и найти, где дешевле. Будь то Озон, Алиэкспресс, еще что-то. Очень часто спрашивают, почему я топлю за площадку на Али. Потому что мне даже 10% от вот стоимости всего, что я покупаю, для меня это прям овер важно. Потому что когда ты закупаешься на 2 мульта за 2 года, ты понимаешь, что если бы покупал где-то на Озоне либо в России, то ты потратил бы 2,5 мульта. 2,5, ну как бы 500 000 для меня это безумные деньги, просто безумные. За 500 000 можно купить как раз там iPhone, ноутбук еще и еще что-нибудь там обвеса вообще всего. Вот, или контент на полгода. И к чему это? К тому, что главное, в любых железках, особенно таких крупных и крутых, вы покупаете телефон, очень многие пишут, там, за 3 года у меня морально девайс устаревает. Это неудивительно, у вас он должен, по идее, вообще за 1,5 уже устаревать, если вы не покупаете какой-то супер премиум. Но OnePlus за год, вот год прошел, наверное, как я им пользуюсь, ничуть не отвалился. Poco F2 Pro я не тестировал, еще раз, опиушник. В чем разница между мной и остальными? Я не учился на оператора, у меня нет оператора, я не монтажер. Я монтирую в довольно топорной программе, называется Adapt Effect. Вы сами видите монтаж и сами видите съемку. Я даже сейчас не заморачиваюсь со слоумо. Главное, чтобы вы рассмотрели девайсы и поняли, о чем я говорю, потому что все эти красивые картинки, они очень часто сравниваются с рекламой в сознании. Это правильно, потому что как бы оператору тоже платить надо. Магия жизни. Если это не твой родственник, как на некоторых каналах, что очень круто, если у тебя родня умеет снимать. Это я не оправдываюсь, это я объясняю, что вот то, что вы видите, допустим, как я снимаю на Huawei P40 Pro, это довольно колхозный подход. И если у вас супер прямые руки, либо вы на это дело учились, то вы можете снимать в 10 тысяч раз круче, никаких вам стабилизаторов не нужно, никаких вам каких-то особых приспособлений. Единственное, вот такие фишки из разряда ручек очень сильно помогают. Вот такая вот штука от Ulanzi, допустим, вы даже если просто обычный пользователь, но пользуетесь телефонами, я бы советовал вам использовать вот такие штуковины, они волшебно. То есть одно дело ручка, когда ты на ручку вешаешь фиксатор, я сейчас ее покажу, как-то я не подготовился, потому что, мне кажется, я не планировал. Понесло меня насчет обзоров. Вот. Вы можете вообще взять треногу. Опять же, лучше это покупать не пластиковая. Треногу у Ulanzi тоже, она пластиковая, и металлический какой-нибудь там штатив. А на нее навешать, повесить, прикрепить фиксатор любой. Можно доп-фиксатор, можно фиксатор, чтобы сразу прикрепить к этому делу еще и справа, допустим, свет. Здесь еще, ну это все уже извращение. А здесь ты ручку повесил, на ручку можно тоже снизу повесить свет. Бах, и у тебя абсолютно мобильное устройство, которое великолепно снимает. Дальше. Куда несет нас? Нормально нас несет. Дальше. Привет, нормальный монтаж, свет и звук хороший. Сатир. Вот как раз по поводу звука и всего остального тоже хотел бы сказать. У меня есть обзор 3 года назад, по-моему, я его делал, на этот бедный мой сноубол. Я в командировок 20 с ним катался в отпуска, вот этот круглый пластиковый бедный микрофон. Единственное, главное, к нему сеточку за 400 рублей купить, и все, у вас будет точно такой же звук, как у меня. И по большому счету, вот сейчас идет стрим, в комнате ужасная акустика, Pixel 4 просто снимает, ну, точнее не снимает, а берет со своего микрофона звук. Он не ужасен, притом вы должны реально понимать, что
после постобработки минус 3 дБ, допустим, громкость делаешь и убираешь перегрузки. Все, у тебя нормальный звук. И это касается не только блогинга, это касается всего, что угодно. Почему я так акцентирую внимание как раз на камерах? Это не потому, что сейчас стрим у меня про то, как стать блогером, бла-бла-бла. Это про то, что основная цена вот этих вот всех приблуд – это камера. Основная реклама, если вы посмотрите в процентном соотношении, как рекламируют телефоны, вам все будут топить за селфи-камеру, какие-то фильтры, ширик, еще какую-то лабутень. Вот у меня нет ширика на пикселях вообще, я не понимаю. Вот честно, я не понимаю, зачем он мне нужен. Я могу снимать абсолютно великолепно без него, я могу снимать великолепно без макросъемки. Это просто до такой степени лютый маркетинг. Опять же, это с моего опыта. Вот 3 года, почти 700 роликов, стримы, которые там тоже просто поставил телефон и все. И интернет у меня не лучший. И все равно я не обращаю на это особого внимания. А вот на то, как лагает или нет устройства, это важно. Особенно, когда ты снимаешь 4К. OnePlus перегревается, Pixel перегревается, Huawei нет. То есть, если вы будете одним кадром делать какую-то вещь очень-очень долго, то Pixel и OnePlus не вывозят. Плюс еще у них ограничения по 5 минут, может, его можно снимать, но я пока не заморачивался как. Плюс Pixel 4 4К 60 FPS не вывозит, а вот Huawei P40 Pro легко. Poco F2 я куплю обязательно, а пар я его тоже не успел купить, я говорю, потому что прошлую распродажу я потратил больше, чем планировал, а именно 166 тысяч, даже чуть-чуть больше, потому что я анонсировал только то, что я купил на Алиэкспрессе с 2 аккаунтов, а так я покупал еще и в других магазинах, когда-нибудь расскажу в каких. Ну, как и все. Почему я не рассказываю о других, вот, допустим, российских магазинах? Первая половина моей аудитории не находится в России, что вполне реально. Мы все русскоязычные, раскиданы по нашей планете хаотично. А второй момент это в том, что вот эти все ультра-лайфхаки, когда я что-то успеваю супер дешево купить, я четко понимаю, что успел купить 10 человек. То есть я купил, потом я вижу, бах, люди уже не успевают, потому что их уже больше нет. А Святослав, на Гербесте я перестал покупать 2,5 года назад. Они мне упорно пытались засылать товары, уже когда я стал блогером, но у них проблема с возвратом средств. Лично у меня была и проблема с доставкой. Так ужасно, как доставляют Гербест, не доставляет никто. А я плююсь от доставки Алишки еще как. Вот как бы это опять же мое мнение. И плюс у Гербеста средняя цена, как бы средняя температура по больнице, меньше товаров и они дороже. Все, что я покупаю на Алиэкспрессе, всегда дороже на Гербесте. Единица бывает дешевле, сейчас я скажу, на чем я раньше покупал, иногда, не Гербест, а еще один магазин довольно крупный, можете мне напомнить, какие еще есть, это будет не реклама. Насчет W51 и Oppo NKX. Слабый шумодав, я не знаю, вот одна печаль, я не знаю, Spirit, наверное, примерно. Я даже не хочу... Вот шумодав, если сравнивать Sony и шумодав AirPods с остальными, ну это все жалко. Ну, Huawei-вский еще хоть как-то, но не рядом. И у меня есть топ-5 по шумодавам, посмотрите, вот там мое мнение. Oppo я бы туда не поместил, наверное, все-таки Oppo W51 я бы оставил. Конечно, самый ужасный шумодав это FreeBuds 3, вот, но шаляви. Дальше, есть ли возможность переключиться на ширик оптический зум во время съемки на OnePlus 7T Pro? Понятия не имею. Ну как я сейчас буду проверять во время съемки на оптический зум? А почему нет? Сейчас, подождите, в OnePlus. Не, у меня звук отсюда идет. Давайте вы, в общем, в телеге у меня спросите. Напоминаю, что в телеграм-канале, у меня есть 2 телеграм-канала. Первый со скидками и промокодами, а второй телеграм-канал взаимопомощи. Очень прошу, если вы будете добавляться в телеграм взаимопомощи, телеграм-каналы, пользуйтесь поиском, это раз. 2, не хамите, не пытайтесь глупо шутить, это могут делать только 4 администратора. И не рекламируйте ничего, не кидайте ссылки, там слишком много заблокированных пользователей, я уже народ устал разблокировать. Не забываем прожать лайк за труды, спасибо, что смотрите, спасибо, что подписались. Если вы постоянный зритель, заметьте, что последние 3 месяца я практически ежедневно выгружаю ролики, за редким исключением, и, возможно, вам не приходит оповещение, включите еще раз, отключите колокольчик, поставьте на все, потому что обзоры все всегда маленькие, и в основном о том, что вы спрашиваете, как некоторые мои собратья по цеху говорят, я конъюнктурщик. О чем меня просят, о том я и говорю. Ну, иногда говорю о том, что интересно. Валерия, привет, как ты заметила, вот Валерия мне советовала годовалый
ЦАП, как внешняя звуковая карта, усилитель, все в одном. FIA, я про него, скорее всего, сделаю уже послезавтра обзор. Валерий, я в восторге. Несмотря на то, что он уже год продается, это все-таки не та вещь, которая устаревает морально. Хотя не дешево. О бабах он не говорит. О каких бабах? Что думаете насчет Poco X3? Есть ли что-то лучше за 20 тысяч рублей? Я не знаю. Я говорю, Poco X3 это я купил примерно за ту же цену, что и Realme 7 Pro. Ну, там может быть 1500 разница, плюс я купил Vivo, и что я могу сказать, что какие 20 тысяч, он, по-моему, 15 мне обошелся. Где вы покупаете? Признавайтесь, по-любому не на распродаже, не на Алиэкспрессе. Здесь у нас шопоголики, друзья, все либо присоединяйтесь, либо не задавайте вопросы с такими безумными ценами, бульон. Ты меня прям испугал. 7 Pro шляпа. Рыжая борода, по сути, пересмотрел ролик блогера, которому сначала приносят деньги, потом не приносят, потом приносят, потом не приносят. И вот бедного мечется бедный. Это как с OnePlus. Вот они 7 плохо сделали, а 8, точнее хорошо, а вот 8 они морально урода. А потом на 8 упала цена, и для всех они стали великолепны, ссылки кидаем. Это все лабутень. И так логично, что выходит девайс. Я купил Huawei P40 Pro за 53 тысячи рублей уже, когда курс был злой. Но это ж круто. Блин, я, конечно, скажу, что за 70 он дно позорно, а 53 он просто волшебен. Но я четко понимаю, что когда девайс выходит, это тебе не iPhone, он реально скинется в цене. И поэтому от этого надо отталкиваться. Ничего не скажу про 7 Pro. Я единственное знаю, что часть людей очень довольны им. А если вы посмотрите продажи, то вы поймете, что people-то покупает. Вот. Опять же, у всех свое. Рассказывать о девайсах, которых у меня не было на руках, он настолько хорош в сфере информации, что я его купил. Не так много я телефонов покупаю. Если я покупаю практически все наушники, это черт с ним. А вот телефоны я покупаю редко. Почему Soundcore логотип, как у ТикТока, как по мне, немного отталкивает? Да какая разница, главное, звучат хорошо. Вы имеете в виду вот эти вот ушки? Тоже проблема с заползанием в уши. Опять же покажу, почему на стандартных средних ушах, средних, подлые китайцы и лоры сделали нам средние уши. Не мои супер маленькие или какие-то большие. Евгений, привет, брат, что ты зашел. Какие наушники, вкладыши порекомендуешь? По поводу всех рекомендаций наушников, друзья, я не буду их делать вообще, потому что я делаю топы на канале. Специально ежемесячно перед распродажей 11 числа я сделал целых 3 топа по наушникам. Все они 10-12 минут, на каждой из этих наушники есть обзоры и магия в этих топах, то, что внизу люди пишут свое мнение. У кого-то какие-то из этих моделей есть, и они такие, ей, хлам там, или ей, хорошо. Вот примерно так. Redmi Note 9 Pro норм, наверное, да, я его не тестировал. Вообще Redmi линейка, но опять же, по мне, эпичная линейка это Redmi Note 7. Все остальное имело каких-то конкурентов локальных. То есть и сейчас конкурентов этих много. X3, ну опять же на распродаже. По-моему, Vivo V3, вот сейчас я по характеристикам смотрел, тоже злое чудо, а стоит 12 тысяч рублей на распродаже. Проводных наушников будет много теперь, ну немного, VX, у меня много этих ушей, которые я тестирую, но у меня не было нормального усилителя. Понятно, что я их могу тестировать с ноутбуком, могу тестировать с компьютером, с плеером этим бедным M5, но это, согласитесь, не то. FIA K5 Pro это все-таки уже посерьезнее вещичка, и теперь я хоть как-то могу хоть чуть-чуть серьезно разговаривать о звуке. Я не планирую уходить в аудиофильство, даже близко. Эта штуковина больше для людей, которые хотят попробовать. Плюс еще можно использовать как усилитель для колонок. В общем, потом сделаю обзор, все узнаете. Насколько дорого, я считаю, для такого гаджета недорого. Насчет наушников очень много у меня бюджетных ушей, в районе 50 долларов. Когда-нибудь буду рассказывать. Плюс еще идет бюджетный ЦАП портативный. Портативный ЦАП, по-моему, тоже FIA. Вот. Ничего мне не засылают из аудиофильской штуки, все покупаю сам, мне самому интересно. Да, ТРНки, не только ТРНки, я говорю, КЗшки у меня ZS7. Ну, у меня несколько проводных наушников, я их чего-то закупил, а потом понял, что без вот этой штуковины их тестировать, ну, все-таки неправильно, согласитесь, даже для ролика. Даже для ролика, не говоря уже для моих ушек.
ушек. Извините, многих раздражает эта штуковина, когда я в ролике повторяю слово ушек, и я, в принципе, хотя хамлю в ответ обычно на эти комментарии, я с вами согласен. Напоминаю, канал без намата, хамства и рекламы. Мы помогаем друг другу становиться лучше и умнее во всех сферах жизни и деятельности, включая, конечно же, железки, которые нам нравятся. Самый лучший смартфон, наушники, которые вместе могут купить за $200. Йо-хо-хо, я не скажу, потому что, еще раз повторяю, я Poco X3 купил, вот это было $200. Даже, да, меньше чуть-чуть, чем $200, и купил Realme 7 Pro. Опять же, 11.11, 23 числа будет снова сейл. Снова на сейле я сделаю подборку, сделаю стрим, чтобы я посоветовал вам закинуть в корзину, возможно, из того, что я уже купил, и посмотрю даже на них обзоры. Валерия, если тебе нравится слово ушки, то тогда в топку остальных. Оставим ушки. Александр, можно вопрос, почему с компьютера я могу сидеть на вашем стриме, а с телефона не могу? Тимофей, это очень странно. Может быть, у вас VPN, Украина или черт его знает, это плохо. Плохо, значит, я не нравлюсь вашему телефону. Расскажите о месте, где вы снимаете большую часть обзоров. Похоже на какой-то полузаброшенный парк. Нет, это рядом с моим домом. Парк, наверное, считается не полузаброшенным. Мне не знаю, мне тоже кажется, что если я оторвал свою попу, пошел куда-то там, что-то снял, это все равно плюс к карме, потому что очень часто, вот, допустим, опять же, возвращаясь к хавитам, чтобы никто не думали, кто купил их, я еще раз повторяю, что я их советую, и еще раз повторяю, что даже тот обзор, который вы сегодня могли увидеть на канале, если вдруг смотрели, он не является хейтерским. Я даже не упомянул, специально не упомянул, насколько они ужасно собраны. То есть вот здесь то, как они собраны, видно даже на стриме. Вы видите вот эти швы? То есть они превратятся в шлакоблок, прям такой конкретнейший, буквально за, мне кажется, месяц. Об этом я не упоминал. Вот трещины, ну, из разряда «мы решили вас разгрызть». Я не акцентировал внимание на то, что они не могут перелистывать треки вперед. Я просто сказал, ну, не могут, и черт с ним. И большие они, ну, черт с ним, они, главное, меньше, чем Havit G1. Я их запихал себе в наушник, в ухо, и все. И вот. Про это, наверное, поэтому я еще выхожу на улицу, потому что не всегда в помещении, допустим, еще в помещении такая проблема, мне все равно на улицу идти, чтобы записывать аудио. Когда вы берете и записываете аудио в помещении, чтобы вы как ни шуршали, здесь намного лучше, здесь меньше посторонних шумов, здесь нет ветра, самое главное. Самая лютая тема для любых микрофонов – это ветер. Я думаю, вы все прекрасно знаете. Не торт, я не думаю, что долго, но не забываем прожать лайк. Если народ будет ставить лайки, то я буду оставаться. Либо Диза, как вариант. Черт с ним, Дизы тоже пойдут. Вот, вы же как некоторые блогеры, одни называют попрошайкой, а теперь меня называют лайкофетишист. Ты пользуешься еще OnePlus 7T Pro, вот он лежит. Это просто супер-мега телефон, и вряд ли, и я его не продам. То есть это те девайсы, я даже Huawei P20 Pro не продал, он у меня до сих пор у брата, я его хочу отремонтировать. Это вещи прям, вот это все, что у меня лежит, это от слова вещь. И даже, ладно, это уже сильно просаженная батарея, кроме айфона, наверное. А насчет, еще раз, так хочется притащить вам этот бедный GoPro эту. Я не помню, куда я ее запихал. Поснимал кроссовки. Кроссовки интересные завтра будут на обзоре. Интересные кроссовки, мужики? Мужики, девушки. Девушки тоже есть. Валерия здесь, значит, девушки есть. Валерия, а что с ушами у тебя? У Валерии вообще все отлично с ушами. У нее самые великолепные уши и слух из людей, которых я знаю. Наш любимый, лучший администратор. Вот, что-то куда-то пришло, ну и черт с ним. Дальше зимние. Они, в общем, я расскажу раз лайфхак. У меня появилась гениальная идея, слегка с атовизмом. Почему с атовизмом? В общем, есть много кроссовок продают баскетбольных. И баскетбольные кроссовки, как все прекрасно знают, такие массивные штуковины. Они, в принципе, хотя и неплохо продуваются, опять же, если они супер дорогие, но супер дешевых много очень. И я купил их 3 пары. Первая мне пришла. И кроме того, что их тяжело шнуровать, они клевые, в них можно всю зиму ходить. Они, слово извините, часто повторяю. Проще говоря, я расскажу завтра вам о своем мнении, стоит ли употреблять кроссовки, которые используются для баскетбола в повседневной деятельности. Спойлер, да. Дальше привет, здорово. Лайнинг у меня 3 пары зимних кроссовок было на обзорах, очень дешевые. 11.11 все их продавали по $29, что прямо очень вкусно, потом можно еще и промокод применить, и купон можно применить, и кто-то умудрялся их купить за $20, за $20 это просто вам, считайте, их подарили и еще денег дали. Vivo TVS пока лучшие, да, Spirit, к сожалению, не могу ничего назвать еще лучше из складышей.
Spirit Night, кстати, Vivo TVS это единственные наушники, с которыми... Вот это Neo у меня лежит, а Vivo TVS... угадайте, что забрала моя супруга, когда уехала в Петербург? И оставила меня одного зарабатывать деньги. Сразу поныл. Так вот, она... Шучу, не поэтому она меня оставила. Не оставила, я еще приеду к ней. Так вот, по поводу Vivo TVS, это единственные наушники из вот этих всех супер-мега крутых, которые она забрала с собой. А это что-то значит с ее-то музыкальным слухом. И сразу вот по поводу таких наушников типа Honor, вот таких вот стареньких, друзья, не делайте из меня грязь. То есть я никогда не смогу вам советовать наушники со старыми блютусами, старыми железками. Может быть, кстати, здесь и 5.0 Bluetooth. Но вот это уже совсем атовизм, потому что это огромная штуковина, которая уже отмерла. Так же, как JBL, которые мне безумно не нравятся с их огромным размером. Но, с другой стороны, видите, в скидке я скидывал, где она 3000 стоит, потому что есть очень много людей, которые введенные, я по-другому не скажу. Знаете, как бывают введенные на бабки или люди, которым важны деньги, прям совсем важны. Вот так же бывают введенные на бренды. Я понимаю, в шмотках, в машинах, еще в чем-то, но в наушниках это глупо. Вот. Уже для меня, опять же, если ты введенный, покупай Sony. Фия не устраивает, чего-то не успел я про Фия. Вот это было интересно. Что вы сказали про Фия? Фия не устаревает вообще. Нет, Фия, я считаю, да. Особенно вот такие штуки, типа усилков, нет. Будет ли обзор на ножи? Да, Бедлам, когда я перееду, я хочу купить себе нормальную какую-нибудь точилку, и чтобы мне люди адекватные, а не как мои друзья. Я фанат, но ничего не понимаю. Объяснили, что и как рассказать. Плюс это все, говорю, еще раз, нужно с ножами, это эмоция, делать с лицом. Вот. У меня есть определенные эмоции, вот в первую очередь к этому ножу. Самый обалденный нож из тех, что у меня есть. Это не реклама, это вот черт его знает, как так получилось, но самый острый, самый живучий, не тупится, удобный и вообще, просто хороший парень, еще и дешевый. Дела нужно бежать, всем хорошего вечера. И тебе счастливо. А вы популярные, взяли, Air Jordan. Не, торт, зачем? Я слишком мудр для всего этого. Я покупаю только дешевые. Кроссовки, на которые завтра будет обзор, я купил за 2300 рублей с доставкой. На прошлом стриме упоминались вторая серия MS Fit. Когда выйдет? Когда дойдет? Пока еще идет. Про ноутбук расскажи. Ноутбук заказал Huawei-овский. Скоро расскажу, но... Опять же, скорее всего, будет критический обзор. Потому что, а зачем тогда делать обзор, правильно? Хотя ноутбук мне в целом понравился. Что за телефон лежит на усилке? Это Q-Bot, я его никак не могу сделать обзор, чтобы его разыграть. Давайте я сразу скажу, что на некоторые наушники я сделаю обзоры после распродаж всех, после 25-го. Это Wavefan 3T, я их разыграю, там 2 пары, по-моему. АВ 4 пары разыграю, может 5, посмотрим. Может быть еще... А что еще из наушников? А у дома я уже показывал, миксайдеры, точнее, 2.9 Pro. И пока на этом, наверное, отпадет. Не впадаю в нажимание, оно того не стоит. Well Black однозначно нет, это вот для картинки, чего по 2000 не покупать раз в месяц какой-нибудь ножик. Наваристый прот там лучше, 120 Гц, нафиг не нужен, он в руках как дикая лопата. Понеслась, зарубы по телефонам. Что за телефон? Аллигатор, отправим тебе тогда считать голоса Трампа в Пенсильванию. Даже здесь Трамп. Серьезно? У нас своей политики нет? Все живут в Америке. Как это мило. Вот, по-моему, в моей стране, вот я живу в России, вообще не существует никаких новостей, кроме коронавируса и новостей про Украину. Что-то как-то мало, кстати, в последнее время. Белоруссию и США. Все новости. Даже уже в интернете подтирают все. В каком городе? В Архангельской области. Скоро буду в городе Санкт-Петербурге. Посоветуйте внутриканальные наушники за адекватную цену. Дмитрий, и еще раз всем. Есть 26 топов на канале. Там есть топы наушников на любой вкус. Там все мои мнения. Все адекватные относительно меня. Когда доставка товара стоит очень дорого до твоего города, что советуешь делать в таких случаях? Искать другого продавца, где она бесплатна. А ты сам на постоянной основе каким телефоном пользуешься, каким хотел бы пользоваться? Я пользуюсь тем, который хочу. Это Huawei P40 Pro и Pixel 4. Хочу еще купить Pixel 5 и, конечно же, iPhone 12 Pro Max. Я тогда заберу у супруги 11 Pro Max и буду пользоваться им. Что за штука у Ланзи на столе? У Ланзи это штука, чтобы туда телефон засовываешь, и у тебя рука меньше трясется. Тремор. Алкотремор у тебя заканчивается. Или у меня, или еще у кого-то.
Всем еще раз привет. Напоминаю, что на канале стабильный розыгрыш 5 Mi Band 5 серии. Раз в месяц. В прошлом месяце мы помимо этого разыгрывали еще 15 девайсов. И даже человек, который выиграл пылесос, сегодня наконец объявился. И единственное, я скорее всего добавлю, что месяц максимум на то, чтобы появиться, потому что я потом посылаю по 30 посылок, это прям совсем печально, это практически все время пожирает. Не ною, но если вы смотрите канал, то хотя бы раз в месяц заходите, проверять, выиграли вы или нет, если вам я тем более еще и в YouTube пишу. Димон, Just One. Что думаешь про наушники Bose W05? Что думаю, расскажу в обзоре. По-моему, это они. Правильно? Да. Вот видите, я говорю, я все покупаю, что вы советуете. Все. Просто иногда они очень долго идут, а иногда и не доходят эти товары, и мне кажется, это правильно. Ноут заказал Huawei или Honor? Honor. За 43 тысячи. Но он не туда пошел, поэтому я завтра пойду на почту пытаться разобраться, куда его отправила наша великолепная DPD. Вот. Ну, хочешь дешевле, вот так и получается. Тимур, Poco X3. Где сомики? Какие сомики? Сомики. А эфир будет сохранен? Юлия, всегда эфиры все сохранены. У меня за 3 года несколько десятков стримов сохранилось. Если вы хотите увидеть, каким образом мы общаемся с подписчиками, либо какую-то тема в основном раскрывается в первые 5-7 минут. Вот. А по всем остальным дополнительным вопросам вы можете всегда меня о чем-то спросить. Дальше и что-то где-то так не то. Как участвовать в твоих розыгрышах? Саша, читайте описание к любому стриму, к любому видео. Нажимаете на «Еще», и там вот написано Telegram, Instagram, что делать. Вот сейчас у меня из режима реального времени какие розыгрыши. Это только Mi Band 5 штук. Но до конца месяца это будет как раз самое интересное, что в ролике я выгружу под конец. 4 ролика я обещаю подряд с розыгрышами. Это будут наушники. Давайте так, наушники. 3 пары наушников разных. И, может быть, я еще телефон как раз сделаю, и будет у нас под 20 тоже. Откуда у тебя деньги на все эти гаджеты? TG, как мне сказали, не говорит, что я старый, я мудрый, я хорошо зарабатываю, и у меня есть пассивный доход, и у моей супруги, и у меня нет стандартных потребностей. У меня нет машины, квартиры есть. Нет машины, нет дачи, нет гаража, и я не люблю футбол. То есть мне не нужно тратиться на матчи. Я люблю гаджеты. То есть, как мне один знакомый говорит, если я не кирогазю, можно считать, что пол зарплаты я могу тратить куда хочу. Вот примерно то же самое у меня, половина дохода я совершенно свободно могу тратить. С таможней, Алексей, у меня никаких вопросов не возникало. Почему? Потому что я просто плачу этот таможенный сбор. Но опять же, это 200 евро с одного товара я давно уже не платил. Вот. Я не в бане. В Велфи нет. Ты смотришь аниме? Да, я смотрю Баки сейчас. Он меня как-то успокаивает, досмотрю, и, наверное, больше аниме не буду еще 5 лет смотреть. Раз в 5 лет я смотрю аниме. Спасибо за контент, покруче, интересно смотреть, и всегда в теме за ТВС ушки особенно. Спасибо. Не забываем еще подписываться в Инстаграме, я всегда делаю спойлеры того, что будет у меня на канале. И плюс в Телеграм-канале в описании к данному стриму и к любому ролику вы можете увидеть скидки, либо промокоды на свеженькие распродажи. Следующая распродажа будет 23 числа. Следующее воскресенье я как раз посвящу, скорее всего, тому, что я буду покупать, и что бы я советовал вам закинуть в корзину по вкусным ценам. Опять же, получится это купить, черт его знает или нет, но в этот раз я корзину забью по полной, потому что как-то у меня все плохо получилось. Я ни разу... Вы глупые люди. Спирит, это так мило с твоей стороны. Вот почему люди приходят, чтобы их заблокировали? Привет, стоит ли брать Halo? Посмотрите обзор дальше. Планируется ли обзор на Realme? Да. Гедор, вообще на все наушники, наверное, более-менее топовых брендов я делаю обзоры. Саша, Anker Soundcore Q20 не планируешь посмотреть? А я сейчас посмотрю, мне кажется, я их заказал. Потому что какие-то Soundcore я заказал. Дорогие, а их мне предлагал производитель. Но там было условие противное. Вот, я ему сказал, пошел он в топку. Нет, это накладные. Не, наверное, нет. Нет, Ичи, накладные наушники очень беспроводные. Мало аудитории ими интересуется, то есть я их делаю там раз в месяц. В этом месяце я про Mixsider расскажу, хорошо? И 2 пары как раз их и разыграю. Вот, а в следующем месяце уже, соответственно, следующую. Вот. Кто не смотрел, кстати, сразу по пиарю ролик. Последний ролик на Havit Hacky Time. Посмотрите. Самые дешевые наушники с ANC. И новиночка у меня была
Для тех, у кого есть телефоны Oppo, или для тех, кто увидит наушники за 10 тысяч, Oppo X, вот такой с кнопочкой, их 3 цвета, материалы топ, все топ, кроме звука. Вот, по моему, опять же, субъективному мнению, посмотрите обзор на канале, будем ждать, когда у них упадет цена, и можно будет их рекомендовать, пока рекомендовать я их не могу. Какой был твой первый телефон? Раскладушки эти? Не помню. Приветствую, посоветуй маленький смартфон. У Samsung есть, но я всегда советую Pixel, хотя он очень дорогой. Опять же, есть айфоны. Есть Соньки накладные, беспроводные за 40-50 долларов. Круто. Все накладные наушники я всегда и советовал, и буду советовать прийти и примерить в магазине, а потом слушать. Когда мне анкера придут, расскажу мнение. Спасибо большое, это будет интересно. Мой первый телефон Philips Physio 120. Ох, крутой был. Это уже был крутой аппарат. Привет, скажи, пожалуйста, между анкер... Я сейчас вспомню, у меня Samsung был первый полифонический с желтым экраном. Я не вспомню. SL45. Вот, прикиньте, но это не первая раскладушка, это первая крутая раскладушка, которую я купил. Сане видны с мои сообщения? Да, Рес, но почему-то, наверное, не всегда. Привет, там твой Pixel. Как Pixel поживает? Норм. Вот Pixel 4a, вот Pixel 4 на Pixel 4a. Скоро будет обзор. И, скорее всего, я буду его советовать, потому что мобилка, хотя дорогая, для тех, кому нужна маленькая вещь, и плюс там рамки меньше. Ну, вообще, хорошее впечатление о ней. Но, опять же, это оверпрайс, это у людей для денег, с деньгами. Для денег с деньгами, вот, наверное, так. Philips Physio, как Кубот. Кубот лучше, чем прошлый телефон, но тоже не цвет, блеск, красота. Привет, планируешь перейти на обзоры на полноразмерные уши? Алексей, мне не надо переходить, у меня этих обзоров, наверное, штук 20 есть. И в этом месяце я тоже на полноразмерные наушники сделаю еще один обзор. Как ощущение от 120 Гц заряжают, а материалы прикроет чехол? Понятно. Привет, какие наушники посоветуешь в пределах? Все наушники я советую из топов своих, посмотрите, пожалуйста. Motorola Alpha, круто. SOS мне 36. Привет, вопросик, почему Anker Soundcore P2 долго не выходил и вышел положительный? Не знаю, я купил их. Я же не все могу сразу покупать, друзья. Этих наушников выходит, наверное, в неделю больше, чем я могу обзоров выгружать. Брать ли Huawei Mate 40 Pro? Денис, ну если тебе не нужны Google сервисы брать, а если тебе нужны Google сервисы, чтобы он не лагал при этом, то не брать. Я бы все-таки не стал. Купи OnePlus тогда, дорогой какой-нибудь. Каждый раз, когда вы пишете Huawei, почему-то Google считает, что это мат и блокирует ваши сообщения. Мне приходится их вручную разблокировать. Пишите на английском Huawei. Прочти мой донат. Да, 5 секунд. Это первый донат сегодня. Спасибо. Donation Alert сейчас зайду и обязательно прочитаю. Сколько у нас? 40 минут прошло до первого доната. Чувствуете? Расту. В прошлый раз час 20. Это сарказм. Сам над собой не пошутишь, никто не пошутит, правильно? Дальше. Здравствуйте, Huawei. Да, ничего не блокируется. Пока все думается по поводу... Пытаюсь войти в Donation. Channel, вы зря так пишете, вы просто будете заблокированы. Потому что, да, юмор юмором, а времени нету это дело читать с намеком на мат. Дальше, сори, бро, все, что мог. Да, чего сори? Это не сарказм. Еще раз, сейчас, подождите, зайду. Это редкость просто, это поэтому типа сарказма, потому что мне редко закидывают донат. Ну, как-то не афишируется. Когда покажешь лицо, как только уволят, еще раз, но все уже прям в процессе. Возможно, где-нибудь через недельку я скажу дату даже. Когда я засвечусь и скажу «Здорово». Вот, Siemens A35 классный был, потому что первый, да, лучший. Дальше Just One, спасибо за 10. Наушники Sonic, ассоциации игровые, где-то 4 Pro. А мне нужен норм микро на ушах по форме, как UCY T4. Я не понимаю вообще, что... Напишите еще раз, пожалуйста, просто в комментариях. Sonic ассоциация. Не понял. Лучший телефон Xiaomi, чтобы купить. Я X3 купил. Ты не продаешь уже устаревшие гаджеты? Я не помню, чтобы я их продаю какие-то, которые мне не интересны. Я не продаю устаревшие. Продаю те, с которыми я не планирую дальше никакого общения. Привет, а на что стоит поменять Honor 8X? Пум-пурум-пурум, опилки. Я был Honor 8X, наверное, поменял на Poco X3.
Но опять же, либо сейчас народ будет писать, что я сказал там Realme 7 Pro, хорошо, купите Realme 6 Pro, прошлую линейку, чтобы быть в тренде и как русские блогеры советуют, лучше старичок. Привет, братья, Misfit Power Buds, ни то, ни другое не тестировал. Или что-то другое для прогулок на веле с проницаемостью до 10К. Если что, есть вариант купить AirPods Pro, то купите их. Какой самый худший твой телефон, который у тебя был? А я плохих не покупаю. Ну, как бы нет у меня денег на плохие телефоны. Какая там видеокарта стоит на фоне? Это FIA портативная. Не портативный ЦАП, а внешний ЦАП, у него отдельное питание. Очень интересно, смотрел на него обзоры, никто даже не говорит, что у него отдельное питание. Как бы, ну ладно. Притом такие неплохие. Понятно, что за год там этих обзоров было море, но думаю, вам будет интересно мое мнение, учитывая, сколько проводных наушников у меня скопилось, и что до этого я использовал только плееры и телефоны, а сейчас я буду использовать вещь посерьезнее. Сколько там? Полтора ватта, по-моему, да? OnePlus Top, да. Что-нибудь слышал о конкуренте iPhone 12 mini от Xiaomi? Нет. Я не думаю, что они какого-то конкурента смогут сварганить, учитывая, что запихали в 12 mini. А стоит брать Honor Band 5? Владимир, нет, это атовизм. Либо покупайте 6, либо покупайте Mi Band 5 и не думайте ни о чем. А будут обзоры на китайские ноунеймы, наушники, телефоны. Например, 12X 8000? Нет, скорее всего, может быть на стримах. Опять же, стримы с подобными брендами, а вдруг люди купят. То есть, учитывая, за сколько можно купить уже именитые бренды, конкуренция позволяет делать очень низкие цены. Мне кажется, какие-нибудь Redmi купите уже все. Сделай обзор на свои проводные уши, бедлам. У меня их несколько и уже есть, и еще будут. Redmi K30S, конкурент iPhone 12 mini. Да нет, мое мнение нет. Хотя, может быть, Юлия, вы и правы, но нет. Ну, только если смотреть, что по цене iPhone космоса, этот нет. В Архангельской области, сукас, перестаньте у меня спрашивать, как всегда часы на правую надеваешь? Нет, часы я ношу на левый, просто-напросто на правый, чтобы вам не было скучно смотреть на картинку. Телефон в районе $500, какой бы взяли? Любой OnePlus. Вот, стоит ли, какие я сейчас взял телефоны? У меня был прошлый стрим, что я купил на 166 тысяч. Я купил Poco X3, я купил после этого стрима, кстати, Realme V3, который черт знает, когда мне вышлют, и купил Realme 7 Pro. Или Vivo V3, ну что-то такое, в общем, мрачное. Потом, когда дойдет, расскажу. Название мрачное, телефон, я уверен, хороший. Тимур ТТТН, Samsung Galaxy Note 20 Ultra, очень понравился, есть ли ему аналог? Денис, я Samsung не люблю за их оверпрайс. Если у вас есть возможность вот через этих ушлых перепродаванов, которым они продают за какие-то копейки эти телефоны, свои топовые, вы можете увидеть очень часто в сети рекламу на 20%, на 30% дешевле Samsung. Я не говорю у них покупать, но вот если за ту цену, то, наверное, стоит, а так нет. Либо на какой-то распродаже. Оверпрайс лютый. Amazfit Bip S вроде нет. Amazfit Bip S, вот они валяются, по-моему, это Bip S. Да у меня часов я не стал выкладывать сегодня. Как-то последние 2 обзора были на наушники. Дружище, блин, не щелкай этой свечкой. Свечкой, окей, если свечкой не буду. Привет, скажи, пожалуйста, между Anker 2 и Anker Life P2 большая разница? Честно, да, мастера. Ну, как бы для меня, опять же, для вас это может быть вообще никакой разницы. Не забываем прожать лайк, кто зашел. И постоянные подписчики, еще раз прошу вас, если у вас подключен колокольчик, отключите его и подключите снова. Потому что я выгружаю обзоры практически каждый день, но большинству просто не приходит оповещение как раз по этой причине. Можешь порекомендовать наушники для плавания? Кроме Sonic, Юрий, ничего вообще, вот просто ничего. Поэтому вот печально, вот так все печально. Привет, что можешь сказать о проводных наушниках KZ ZSN и KZ S10 Pro? У меня Z7 и TRNVX, я не помню. Вот честно, если у меня были на них обзоры, я очень давно не делал на наушники проводные, ждал внешнюю видеокарту, звуковую. Если кто-то не согласен и считает, что FIA не хватает вот этого K5 Pro для того, чтобы тестировать проводные наушники до $100, напишите мне, я рассмотрю к покупке то, что вы посоветуете. Just One, канал растет, и это главное, что у меня
есть желание вам рассказывать, а у вас есть желание меня слушать, правильно? Потому что опыт, он бесценен. Опять же, ну, это мое субъективное мнение. Сейчас смотрю, как многие говорят, там, ты хейтишь, допустим, Edifier. Хейтю, но рассказываю, рекомендую, притом стараюсь со всех сторон посмотреть. И Halo то же самое, и что угодно. Какая разница, нравится мне бренд или нет. Я у анкеров минусы нахожу, хотя этот бренд мне нравится. Сделай топ проводных наушников. Аниме из ТикТока. Давайте 3 пары наушников проводных еще протестирую на этой штуке. Сделаю обзоры и сделаю потом топ. До $50 какой-нибудь там, или до сотни. КЗ, Терминатор не зашли. Well Black, к сожалению, Терминаторы через один по отзывам плохо звучат. Я вот черт его знает почему. Попробуйте, может быть, с другим устройством вывода послушать. Или они физически вам не подошли. Посоветовать шустрый смартфон до $300. Я бы взял Poco X3 или Realme 7 Pro. One More норм. Алексей, про One More, либо их вы покупаете очень дешево для перепродажи, те, которые по 1000 я скидывал в телеграм-канал со скидками, либо во второй вариант покупаете One More проводные. У меня, кстати, у меня проводные есть очумевшие. Мне производитель, как и всем, заслал еще давным-давно. Я им написал, что когда будет усилитель, тогда расскажу. Вот расскажу. Либо второй вариант, вы покупаете у One More дорогие наушники, вот эти по 10 тысяч, которые последние у меня были на обзоре, они даже дороже десятки, но их обязательно послушать. То есть люди приходят, слушают их, слушают Соньки, слушают Анкера, слушают AirPods Pro, если у вас, допустим, iPhone, и потом решают для себя, что из этого диапазона они слышат, что лучше работает с эквалайзером, с их любимыми настройками, с их музыкой, с их требованиями. Самое главное это автономность, комфорт и т.д. и т.п. Аниме из ТикТока, а чего не Pro 6 там, да, брум-бум-бум-бум-бум. Привет, стоит ли брать сейчас Pixel 3 или 4a? Нет. Skyner. Ну, 4a может быть, но точно не тройку, это тоже атовизм. Vivo TVS Neo намного лучше, чем Baseus. Денис, да. К сожалению, да, но я могу вас обмануть, чтобы вам полегче было покупать Baseus. Дальше, привет, дружище, ТВС для металла, или где куча инструментов не превращается в кашу. Не-не-не, Джексон, тут как раз наоборот, если вы хотите ТВС для металла, либо вы покупаете какой-то супер оверпрайс, типа анкеров, по лютой вообще цене какой-то там, ну, опять же, очень часто люди выбирают для металла анкера или Соньки, но я бы выбрал анкера для металла. Либо вы покупаете Silo BLS-101, и вот эта вот полукаша вас полностью устраивает, потому что вы не делаете из себя аудиофила. Донат, спасибо за донат. Сейчас посмотрю. Видите, как круто. У меня уже сегодня 10 рублей, и теперь 50 рублей. 60 рублей сегодня доната. Жизнь налаживается. Короче, я тебе уже давно писал о наушниках фирмы Somik. Ты опять написал. Ты еще и полтинник закинул. Типа того, ты лайкнул, окей, подумал я. Нет, я лайкал, был момент, когда я лайкал все, чтобы вы видели, что я прочитал. Но вы единственные, кто спрашивали про эту фирму, и все еще единственные, кто спрашиваете. И я вообще не вижу смысла их покупать. Это какой-то супер-мега лоу-кост по 2000 рублей. Вот, если вы их слушали, они вас устраивают, покупайте. Если нет, я за 2 штуки лучше анкера куплю. Вы уж простите, мне они даже по внешнему виду не заходят. Уверен, что мало кому из моих зрителей они прям будут супер-мега круто топовыми. Пока, может, я не прав. Твоя жена против, чтобы ты снимался на YouTube или за? Ей все равно. Почему нет? Это же мое хобби. Какая разница у меня, что влог? Я просто техноблогер. И плюс у меня нет никаких суперкомплексов. Я не писаный красавица, не суперурод. То есть от того, что я буду светиться в экране, ничего не поменяется в нашей совместной жизни. Думаешь, за 7400 Samsung Galaxy Note 74 тысячи? Нет, Денис, это не норм. Я видел скидки, что можно купить дешевле. Вот. Если не... Опять же, есть люди, у которых выкинул сатыгу, и ничего страшного. Если вы из таких, покупайте. Я школьник с моей дистанционкой, у меня каждый день красные глаза. Помогут ли мне Qcan B1? Скорее всего, да, но они дорогие. Саша, а Xiaomi Mibra Air будут на обзоре? Пум-пум-пум-пум-пум. А вот это вот сразу чувствуете? Вы мне даете название Xiaomi? Я такой, а что это? Мне, кстати, завтра придут умные часы от Xiaomi, детские. Не завтра, где-то на днях, может послезавтра. Mibra Air. Это вы имеете в виду ноутбук, что ли? Mibra. Я не знаю, что такое Mibra Air. Ингалятор? Ингалятор? Нет, я не знаю, что это такое. Дальше, какие планы на будущее? Обзоры на какие категории думаешь прибавить? Алексей, я буду рассказывать о телефонах, бюджетниках.
То есть я посчитал, в принципе, я могу позволить себе 3-4 бюджетника покупать в месяц. Да, часть из них мне придется перепродавать, но так как я буду в Петербурге, особой проблемы с этим не будет. И я понимаю, что малое количество людей будет меня смотреть, понимаю, что когда ты не рекламируешь какой-то магазин, то, к сожалению, у тебя нет, ну, как бы логично, магазин себя рекламирует, вкидывает тебе в рекламу, и плюс ты первым получаешь товар, бла-бла-бла, но будет чуть-чуть другой подход, плюс ноутбуки. Вот. Ха-ха-ха, ты дочитаешь? Что дочитаю? Что я дочитаю? Я не дочитал опять донат. Хотел наушники с нормальным микрофоном ТВС-ки, то есть какая на велике микрофон ветром забивается. Я тебе раскрою страшную тайну, на велике не справится ничего вообще, кроме AirPods, и то так себе. Может быть, какие-нибудь, если не быстро ехать, какие-нибудь шнурки, типа OnePlus Bullets, вот, Wireless Z. Wireless или Wireless 2, шнурочек такой. Топовые такие наушники, вот попробуй их, ну, Z дешевле. Забежал поставить лайк, спокойной ночи. Денис, спасибо большое. Какой телефон взять до 10 тысяч рублей? Qbot, ну я не знаю, уже 10 тысяч, Huawei какой-нибудь на 3 гигабайта оперативы. Давно стрим идет, игроман, идет стрим 59 минут, не забываем прожать лайк, наберем 3 сотни лайков за час, это будет даже очень неплохо, учитывая странную тему и то, что недавно был стрим буквально во вторник, по-моему. Привет, хочу сменить iPhone 8 Plus на Xiaomi. Я не стал бы покупать никакой там Redmi, Василий, вот честно. Я, может быть, уже отошел от этого, но, в общем, мне они уже не нравятся. Не нравятся. Есть много других интересных брендов за эти деньги. Братишка, ты заказал новые наушники у Green, которые с 4 микрофонами? Нет, ну мне хватит, Дэнни. Я уже купил у Green, рассказал о них. И, в общем, черт с этими угринами. Не особо народу зашли, мне они тоже не особо дико зашли. 300 лайков, спасибо большое всем, кто поставил. Вот такой вот я лайк-фетишист. Кстати, у тебя был обзор на более дешевые очки Xiaomi прямоугольные. Да, он не только был, вот они, заюзанные уже такие, конкретно заюзанные. А вот в чем я сижу. Все максимально просто. Привет, какие наушники ТВС взять новичку до 30 долларов? Redmi AirDots. Посмотрите топ-10, 30 баксов можно, но Soundcore P2 тяжело набрать. Виктор Григоренко, супер, спасибо. Как ты относишься к власти? Не-не-не, ТГ, я не из таких. Негативно, ТЧК. Есть у кого-нибудь стилус, кроме Samsung? Пум-пурум-пурум опилки. Я сходу не скажу. Если вам нужен стилус, то вариантов, Денис, не так и много. Да, по сути, вам придется сам собрать. Опять же, просто поищите, говорю, на них очень часто бывают скидки. На Samsung очень часто, особенно вот сейчас будет Черная пятница, вы 100% сможете, мне так кажется, купить значительно дешевле. Видите, развалился еще один кубик. Гибридные полноразмерные анкера Soundcore P20, P30 будут на обзоре. Может быть, да, но я не уверен. QCY T8 вроде норм. QCY T8, что у Huawei, Святослав. Ну, все относительно. Уф, у меня сломались наушники, сижу в истерике, сегодня купил. Буфон, так вы пойдите их и верните, и все. Есть стилус. Понял, не знал. Это же B1, я в них сижу, да, Юрий? И это же B1, и я в них сижу, да-да-да. Нет, ну это, да, именно они. Дальше купите стилус. Нет, бульон, это чуть другая тема, когда ты вытаскиваешь стилус, это намного удобнее. Что делать, если дергается экран в играх при нажатии двух пальцев? У меня Huawei 6Y6s телефон, что делать? Лучше продать и купить другой. Вот как бы лучшего лайфхака вам никто не скажет, можете перепрошить его. Анкера 2 Pro на ТМО можно купить за 5-7 тысяч между распродажами. 2 Pro? Андрей, ну окститесь. За 2 Pro, Анкер 2 Pro не верю. Я вот сколько не смотрел, ну не 2 Pro за 5 тысяч вы купите. 2, да, но не Pro. Parasaileable 101 скажешь в плане звука. Я скажу, посмотрите мой обзор на канале. Сейчас у меня Realme Buds Air Neo не совсем устраивает, думаю поменять, выбираю. Ну точно Baseus это шаг назад, а Vivo да. Не знаю, что делать, 12 ТВ справа не работает. Разрядите полностью, попробуйте зарядить. А что за проблема с Bluetooth наушниками при езде на велосипеде? Я Белак в машине ездил, никаких проблем. Что с ездой на велосипеде и Bluetooth ушками не так? Задувает ветер. Сюда можно ссылку кидать. Кинул бы стилус, который для Mate 30 Pro и Huawei P40 Pro работает. Святослав, но этот стилус не запихать в телефон, вот в чем фишка.
Хэппитон, ну, 2 дня назад у вас есть еще гарантия, верните и все. Кто может помочь с Tronsport Spunky Beats? Да, напишите производителю и верните девайс Tronsport и возвращают средства как QCY без проблем. Кос Porta Pro пробовали, интересно было бы увидеть вас обзор. Ну ничего ж себе, я даже по названию понимаю, что это прям совсем дорого. Давайте я на синхи вторые все-таки рожу обзор, потому что мне тяжело делать на какие-то оверпрайсы. По какой причине? Здесь две причины глобальные. Первая, когда мне не нравится оверпрайс. Нет, Costa Porta Pro довольно дешевая, я увидел уже, нормально, подумаю. Вот, во-вторых, я беспокоюсь, что их производитель, либо второй вариант, чувачки, которые в их ритейле в России работают, кинут мне какую-нибудь неприятную радость, как кидали Хавиты, и я буду в печали. Так эти прямоугольные очки очень сильно хуже, чем Redmi. Да, ну, прилично. А шапку накинуть или повязку на уши странно, ничего не понял. Окей. Может быть. Ну тогда вообще ничего слышать не будет. Никто. Чай не налить, пропустить что-то интересное, боюсь, потом ведь не найти будет. Алексей, да ничего, стримы каждое воскресенье. Придете на следующий стрим, спросите, что вам интересно. Какой наушник дешевый беспроводной посоветуешь? Redmi AirDots, вы меня прям победили, Sonar. Посмотрите топ-10, 26 топов. Кстати, может уже 29 топов на канале. Сколько у меня топов? Особенно наушников, наверное, штук 15 уже. Вот, и вся магия, что почти все эти ушки у меня на руках. Где вы покупали Poco X3 NFC за 16? Я на Али видел только 21. Критик, приходите к нам во время обзоров на канал или в телеграм-канал. И вы узнаете очень много всяких радостей, очень много интересностей. И, как бы вам сказать, как минимум вы удивитесь, как дешево все можно купить. И это как минимум. Сейчас я посмотрю. 28 топов у меня. И может быть я даже не все закинул на канал. Сейчас я закину вам в чат, если кому-то не лень. Вот это самый такой полезный плейлист для тех, кто не знает, что такое мой канал Польза.нет. И кто не понимает, о чем я делаю обзоры. Я всегда делаю обзоры на товар. И потом из этих обзоров выбираю лучшее. Будь то кроссовки, рюкзаки еще не делал. На куртки, кроссовки, наушники, телефоны, по-моему. На зрение не экономят, логично. Взял Soundcore 2, простые за 4700 на Авито запечатанные. Звук бомба, на микрофоны ни разу никто не жаловался, очень круто. Я бы OnePlus 8 Pro рассматривал, хотя он дороже, да. Сань, может быть отдельный канал с топами сделать? Зачем? Нет, Well Black. У меня есть отдельный канал для стримов, вот там я буду уже изгаляться. И опять же, наверное, нагоним туда 1010 человек, а потом будем делать что-нибудь типа влогов, может быть, с покупкой чего-нибудь онлайн. Мне интересно по магазинам пошастать и рассказать, как вас обманывают. Главное, чтобы меня не пристрелили потом, правда. А тут, видите, дилемма уже. Лучше не светиться лицом. Прям сразу думаю во время стрима. Минусы, плюсы. Какую куртку купить посоветуешь? Алекс, Став. Все очень топорно, как я и говорил. Лучше каких-нибудь Соломон, ладно, это спортивные куртки. Коламбия, может быть, только Коламбия. Вот, для красоты лучше всего купить что-то, что на вас сидит хорошо из Mango Man, опять же, мое мнение. А из Xiaomi самые крутые куртки это 90 Fan, ну вот эта безразмерная, которая у меня была, бесформенная, по мнению большинства, я в ней хожу. Наверное, выгляжу странно, но мне она нравится, хотя, наверное, она мне чуть-чуть большая, но опять же, зима придет, будет поддевы и будет вообще норм. OnePlus 8 Pro стоит брать? Rage Dealer я не тестировал, но я бы взял. У тебя хоть раз выгорал OLED-экран в устройствах? У меня нет, я, наверное, так долго одним устройством не пользуюсь. Go, обзор на Ниггер. Что это такое? Я даже боюсь произносить эту штуку, забанят еще. Привет, большая ли разница между Vivo TVS и Vivo TVS Now, или ты взял бы Oppo Enco Free? Я бы взял Vivo TVS, но многие мои администраторы взяли бы Oppo Enco Free. Какой канал для стримов? Канал для стримов у меня по ссылке в описании к видео. Точнее, в прикрепленном комментарии вот есть ссылка на телеграм-канал, а есть ссылка на телеграм-канал для стримов. На телеграм-канале для стримов я ежемесячно провожу розыгрыши разных девайсов. Вот. Опа. Сейчас 5 секунд. Опять потерялся. И снова потерялся. Где мой стрим? Нашел. Дальше, какие еще вопросы? Позже закажи наушники Noble Audio Falcon. Вот магия в том, вот такие вещи, они не просто покупаются на том же Али. Вот.
и послушать их негде. То есть это получается, это не просто пальцем в небо. Это ладно, черт с ним, я покупал что вот крутое. Эти. Это OnePlus, а есть эти. Google Buds. Google Buds куда я засунул? Черт с ними. Вот Google Buds покупать понятно. Это бренд, это круто, это интересно, это под мой телефон. А покупать непонятно что и через извращение, ну нет. iPhone 7 Nobs подходит для игр. 7 Nobs нет, наверное. Лучший оптический стабилизатор для телефона. Его собственный. Можешь точное название очков сказать? На канале есть Redmi B1. Андреев. Я живу в регионе без 20-го бенда. Плохо. Они реально топ, это уже одна из лучших фирм по производству наушников. Хорошо. Опять же, вот эти вот одна из лучших, это все, Havit одна из лучших, Sony одна из лучших, а Huawei, можно долго и упорно говорить, какие лучшие. Как думаешь, на сколько лет вперед хватит OnePlus 7T Pro, если я куплю его на Новый год? Года 2, легко. Но поиграть можно только вот играть на телефоне, ну в какую-нибудь... к сожалению, вас забанил даже не я. Еще раз прошу, не пишите матом, не хамите друг другу и никакой рекламы и упоминаний других каналов. Саня, на тебе не идея, размер L великоват. Кирилл, еще раз, мне кажется, да, но если надевать под пуховик какой-нибудь худи, уже норм. Обозревал очки со стеклянными линзами? Нет. Дальше, какую бы небольшую колонку купил для путешествий? Например, взять с собой отель Турцию на пляже, домик у горы. Вот это вот либо Анкер, либо Трансмарт. Все очень просто. Они самые дешевые, самые такие. Где обзор на джойстик? Где моя жизнь? Где мой сон? Вовка, посмотрите, сколько у меня обзоров выходит на канале, и я работаю. Вовка, я прям работаю. Вот. А с джойстиком я не разобрался еще до сих пор. Какой телефон можно купить БУ до 15 тысяч? Я БУ телефона не советую покупать. Лучше искать на распродажах что-то, что вы можете купить. Потому что в БУ устройствах очень много проблем бывает. Кстати, у очков B1 есть регулировка по ширине. У меня самая маленькая это голова. Нет, ну они вот такие, не знаю. Ну, я же размеры снимал. Снимите свою голову. Они тянутся неплохо. Кстати, пуховик взял L. Сейчас боюсь, что мал будет лайнинг. Ничего не понял, вы лининг взяли L или этот? Что по браку? У тебя было много телефонов. Где брак встречал? Нигде. Вообще ни разу. Почему? Потому что, наверное, покупаю, видите, опять же, бренды OnePlus, Xiaomi старенький, iPhone, Pixel. Ну, у них более-менее все хорошо с контролем качества. Если брать на колонку, чтобы наслаждаться звуком, только Sony. Ну, может быть, Anker. Их я не тестил, но в скором времени потестю. Да, Анкера лучше звучат, чем Трансмарт. Не был вопрос, выживу ли я без 20-го бенда, если возьму телефон на Dimensity 720 в Перми. Страунсин и Хук. Вот этот вопрос лучше всего задать вам в телеграм-канале. Там стабильно висит 600 человек в онлайне. Здесь 233 человека, и там все-таки люди более заряженные на всякого рода устройства. Я в Перми не был. Вот, там по-любому кто-нибудь из Перми есть. Понял, почему не смог найти очки B1, у них теперь название W1. Окей. Саша, Micro Air это фитнес-часы? Micro Air. Ага, да ладно. Ну мне Micro Air выпал с Xiaomi. А фитнес-часы Xiaomi, что ли? Что это такое? Не знаю, в Телеграме скиньте мне. Все, что вы хотите, чтобы я купил, скидывайте название прямо под стримом. Только не своим и моим языком из разряда OnePlus Bullet Z Wireless TTT, а название, чтобы я смог потом найти. Саня, ты говоришь, что анкера топчик звучат, а как же миф 10+? Хуже той светящейся Liberty на столе? Нет. Но у них ценовая категория чуть-чуть другая. Liberty можно дешевле купить. Новый личный рекорд по сборке 3,3, 32 секунды. Круть. Саня, так. Да, мифа я тоже забыл, кстати, извините. Мифа любые колонки хорошо звучат. По наушникам у меня бывают вопросы к ним, а по колонкам нет. По наушникам, кстати, они мне давным-давно, месяц уже как заслали вот эту штуку. Ага. Вот. Но я на нее буду не скоро делать обзор. Внешне красивая. Физически бестолковая по мне. Ну такая дурында, прям дурында.
Где можно купить динамик от JBL Charge 4? Понятия не имею, на разборке какой-нибудь. В тех... Нет, ну, по-любому где-то есть, кстати. Варвара нет, Варвар бы посоветовал. Варвара на стриме нет. Варвар забил на мои стримы. Есть владельцы Realme Buds Q, как звучание, особенно бас. Realme Buds Q. Вы можете посмотреть обзор мой и посмотреть под ним отзывы. Там, я думаю, владельцев уже гигей и йо-хо-хо сколько. Не забываем прожать лайк и написать потом, если вы смотрите это дело все в записи, вдруг, что бы вам интересно еще было увидеть в обзоре на моем канале или на стриме. Какая тема стрима может быть вам интересна. Есть владельцы... Анкера Live P2 с Honor хорошо работают? Да. Привет для очков. Qcan B1, цена хорошая, 2750. Дамп, ну норм, но говорю, подождите вы распродажи и купите на ней. Установил root права на Redmi Note 7, хотел поменять кодек AAC, и до этого не получилось, и сейчас не получается. Вот так тоже бывает, неудивительно. Вы кастомную прошивку не устанавливали, я как понимаю, да? На каких наушников попытались поменять кодек? Вовал, здорово. Osmo Mobile 3 оптический стабилизатор. Обзор сделаешь? Нет, Игорь. Это все специфические штуки. У меня 3 стабилизатора, и никакими из них я не пользуюсь. И я считаю, что ну либо у тебя какой-то там большой телефон с оптической стабилизацией, либо ты покупаешь вот такую приблуду и все. И качаешь ручки себе, чтобы у тебя там какие-нибудь мышцы где-нибудь появились, чтобы ты там мог хоть чуть-чуть его удержать. Да, у меня здесь дрищаво, а здесь более-менее даже. Видите? Что-то там где-то накачалось в детстве. На работе. Сань, скажи в 2 словах, чем хорош смартфон OnePlus? В игры не играю. Видите, разваливается. Смартфон OnePlus хорош всем. И камерой, и всем. Ну, наверное, так. И стабилизацией. Купил на Али 11 числа 3 таких кубика. У тебя видел. Но они быстро вымирают. У меня есть обзор, да, на канале на эти кубики. И на вот этот вот тоже антистресс, который просит, чтобы я не юзал. Звук снова трещит. Вот сейчас я отполз, и звук, наверное, стал лучше, правда? Пишем, какую камеру купить подешевле. А может быть, это, кстати, от анкеровской колонки. Вот какая-то музыка пошла. Со звуком что-то. Нет, не прошел, да? Ну-ка, пробуем. Вот так, может быть, лучше. Треск пошел. Очень странно, как все-таки микрофон работает. Пощади, плиз. Да. Что, да, прошел? Стоит ли брать Xiaomi Redmi Note 8 Pro? Redmi Note 8 Pro нет, он уже старенький. Устал, наверное. Это микро. До сих пор трещит, но слабже. Пам! Ну, ничего не могу сделать. Трещал ведь, теперь трещит, когда говоришь. Нет. Вот. Все, встала мембрана. Нет, все равно это сам микрофон не помехи. Здравствуйте, беспроводные наушники. Норм, все окей. Треск есть. Так, окей или треск? Перестал. Норм. Норм. Видите, там что-то происходит, наверное, он захлебывается и потом начинает трещать. Магия Ютьюба. Ну, бас у меня в голосе, наверное, включается через сколько? 1,5 часа общения. Хотя 1,5 часа еще нет. Вот. Не забываем прожать лайк. Кто новенький пришел и спрашивает, что вас интересует, посмотрите на канале 600 с лишним обзоров. Я не человек, который настроен на телефоны, потому что покупать телефоны, наверное, каждый день невозможно. И тестировать их за день тоже невозможно. Снимаю я ролики на Huawei P40 Pro, на OnePlus 7T Pro, на Pixel 4a и на 4 и на iPhone 11 Pro Max. С Redmi Note 7 я тестирую наушники, чтобы понимать, как с бюджетниками они будут слушать. Это меня слушают. Это как бы, а что меня слушать? Меня можно слушать вот прям так онлайн. Здравствуйте, что лучше, QCY T8 или Baseus W05? T8 или Baseus 05? T8 я бы выбрал. Но я не знаю, давайте дождемся обзора Baseus 05 и потом. Салют, Александр, услышать ваше мнение и возможность будить на подборку обзорщиков. Скажите, каково мнение об защищенных ушах ТВС, например, для спорта, повторюсь. MW, я вам скажу так, что большинство даже вот здесь лежащих наушников для спорта будет за глаза. Вам, в принципе, не обязательно IPX5. IPX4 тоже будет ничего. Вам самое главное, чтобы они в ушах держались хорошо. А это в основном вакуумки, если работать с, опять же,
крутить солнышко и т.д. и т.п. Если вы не будете висеть вниз головой, то, в принципе, вам будет достаточно любых вкладышей, допустим, те же Vivo. Но для того, чтобы понять, подойдут они вам или нет, вам нужно в AirPods в свои уши засунуть. Привет, какие наушники выбрать? E9 Pro или Mixader E10? Артурас, надо послушать вам, вот и все. Я говорю, накладные наушники есть в магазинах, попробуйте дойти до них, послушайте и купите на Али подешевле. Идеи другие неплохие. Вспомнил, хотел, но не успел. Скидки на Али смотреть. Скидки на Али будут, у меня стрим будет через неделю, 22 числа. Я вам расскажу, что, как и где покупать, и что я буду делать с ними, какие есть вкусные промокоды, опять же, как ими пользоваться, потому что по-любому половина забыла. И особенности вот этой распродажи, которая была с 11 до 14, самое выгодное было покупать 12. Но опять же, не все девайсы можно было купить. Магия жизни в том, что кто-то раскупил, особенно телефоны по лоу-косту, и потом они уже вышли по более высокой цене, и хотя появились более вкусные промокоды от Алиэкспресса, они нивелировали практически эффект от того, что исчезли супервыгодные предложения. Вот. То есть, проще говоря, 12-го можно было ничего не проиграть относительно 11-го, но нужно было попотеть чуть-чуть больше. Об этом я расскажу вам 22 числа, как раз перед сейлом. В плюсике, если интересен данный стрим, если нет, то, наверное, не буду его делать, потому что прошлый был довольно странный. Вдруг вам и правда эта тема с покупками достала, но это, в принципе, последняя штуковина, которая будет интересна в этом году. Дальше будет уже предновогодняя распродажа, и вряд ли что-то вам придется прям супер успеет прийти. Сделай обзор на Havit i98 по Польза.нет. Хелмус, в основном я, когда на Havit делаю обзоры, я наживаю себе врагов, потому что, говорю, у них все время какие-то косяки, а о них никто не любит говорить, там то шлейф у них рвется, то в ухо не запихать, а вот всем запихивается, только комменты, где люди не могут запихать себе, ну, i93 или 98, сейчас уже открываю, кстати. Посмотрим, 93 или 90, 98 нет. Сделай обзор на Halo GT+, он есть, по-моему, аниме. Какой у тебя основной телефон? Huawei P40 Pro и Pixel 4. Будем ждать... сейчас 4A, кстати. Будем ждать стрим на распродажу. Окей, что купить для Xiaomi до 14 тысяч? Pixel 4... Pixel... Poco X3. Как-то быстро я сегодня потух, чувствуете? Это 2 стрима за неделю. После обзора. Дальше, какая тема стрима? Рассказывать про все, кроме темы стрима. Какие стримы? Андрей, первые 10 минут я рассказываю про тему, сейчас уже 81 минута. И вот в течение 10 минут я рассказываю, каким образом я, допустим, снимал. У меня весь канал снят на все ролики, практически, кроме начальных. Начально я снимал частично на D3120 и Huawei P20 Pro. Так вот, все эти ролики сняты на телефоны, я рассказывал, на какие телефоны я снимал, какие подводные камни и какие из этих брендов я рекомендую. Уже прожал. Спасибо большое, Владимир. Кому не жалко, прожимаем лайк. Ладно, не будем ничего считать. Кому не жалко лайк, кому хочется себя наказать, дис. Привет, какие наушники взять? Vivo TVS Neo или Oppo Enco Free? Ни то, ни другое, Vivo TVS или Oppo Enco Free. Атаку титанов смотрел, Вовка. Ты снял на Halo GT Pro, а на плюсовой не снял. Аниме из ТикТока, ну хорошо, не снял, не буду снимать, уже старенькие это наушники. Саша, насколько быстро на Pixel 4a тухнет батарея? У меня Pixel 4, Серега, и по факту Pixel 4a живет намного дольше. Игроман пока не уволился, и если бы уволился, то вы бы видели сейчас мое довольное лицо, небритое, но на данном этапе жизненного развития пока нет. Какие беспроводные наушники ты посоветуешь для iPhone 6, чтобы не лагали? AirPods, та-да! Либо, если у вас залезут в уши, то, что я не рекомендую никогда к андроидам, это PAMU, любые. Есть старые, посоветую, норм до 4000 рублей. Топ-10 на канале по наушникам. А будешь делать обзоры на крупногабаритную технику китайские телевизоры? Андрей, много предложений, скорее всего, да, но давайте я перееду и говорю, опять же, буду к этому чуть-чуть серьезнее относиться, потому что телеки, как и ноутбуки, нужно нормально раскачивать. Одно дело наушники, неделю походил с ними, послушал, дал кому-нибудь другому послушать, прошелся по основным параметрам, так же, как с телефоном. Телевизоры это интереснее, во-первых. Во-вторых, телевизоры такая штука, которую я считаю, что нужно покупать, когда ты приходишь в магазин, видишь, как что воспроизводит вот с твоей прям флешки. Конкретно твоего качества фильм, и ты понимаешь, что ты вот с этой штукой сможешь 5-10 лет жить. Какую камеру купить дешевле? Я не снимаю на камеру, а снимаю на телефон Владис, поэтому не посоветую вам. Очень много фанатов Sony, очень много фанатов
Nikon, очень много всяких фанатов. Салют, странно, что у OnePlus быстрее выгорают экраны, чем у Samsung, хотя дисплеи одних те же. Антоний Котик, а я слышал другое. Но опять же, у меня ничего не выгорало, поэтому, к сожалению, я вам не подскажу. Вот, если выгорит, то обязательно. Хочу продать JBL Charge 3 и купить Anker Plus, как у тебя на столе. Motion Plus. Да, хорошая идея. Идея норм. На что сейчас можно поменять Note 5 до 13-14 тысяч NFC обязательно? Poco X3 с NFC. Куда планируешь потом устроиться? Игроман, не скажу пока. Что насчет покупки хорошего микрофона? А что, у меня плохой микрофон, признавайся, раз. Но я собираюсь купить этот покруче Snowball. Вот, для стримов такой с ножкой, но он стоит 30-ку, и меня жаба душит, честно. С переездом домашние питомцы будут, с ними и гаджеты для них. С переездом нет, только гаджеты. Домашние питомцы, ну, жена была бы рада, но я, наверное, нет. Не рад, не хочу животное пока. Хочу собаку, но не могу. Могу и не хочу, хочу и не могу. Посоветовал бы ты своим подписчикам Nord Plus? Аниме из ТикТока. Я советую только то, что тестирую, либо то, что сам себе купил. Nord Plus. Nord я не купил пока. Я купил Nord, не купил, мне выслали какой-то OnePlus бюджетный. Я честно не понял, кто, как я понял, это официалы. Вот, не топовый, а обычный. Узнаете скоро мое мнение о нем. Вот, а обычный OnePlus 8T я куплю себе. Redmi AirDots 2 нормально? Норм. Микрофон нормально, кто хочет тебя услышит, услышит. Погромче говорить может быть. Сделай обзор на FIFA NK669. Кират, ну вот зачем? У меня есть микро запасной. Сейчас я покажу. Он, кстати, очень интересно записывает. Но вот эти все файны можно рекламировать. Ну, при любом раскладе, если я о нем расскажу, это будет какого-то рода реклама. Вот, а их можно рекламировать в случае, если... В каком? Если не говорить о сноуболе. Потому что я, когда выбирал сноубол, получилось так, что у меня была операция в своей палате, я лежал с человеком, который занимается звуковой оператором. В российском, правда, кино, но в российском кино крутом, относительно, опять же, по бюджету. И он мне сказал, покупай любой сноубол и ничего не смотри. Это человек, который занимается звуком профессионально чертову тучу лет. И пока он меня ни разу не подводил. Хотя иногда на FIFA я и снимаю, записываю аудио. Ты, наверное, в особняке живешь. Рум-тур. Фри, я живу в 28 квадратах, а потом буду жить в 60, а до особняка мне как до Китая раком. У тебя отличные стримы, но из-за того, что ты жестикулируешь быстро, идет расфокусировка и дергается картинка. Это уже очень давит на глаза. Может, я один такой, про начало стрима сейчас норм. Максим, хорошо, буду стараться не жестикулировать, вы правы. Вот видите, постепенно, через терник к звездам, не забываем прожать лайк за труды, 180 человек, это тоже неплохо. Больше сотни, вообще все очень круто. Стримы специфическая штука, делимся мнением и советуем друг другу всякие вещи. И не только. Бери микро заодно, обзорчик запилишь. Кирилл, хорошо. Какие наушники? OnePlus Bullets Z и OnePlus Bullets 2. Шнурки. Либо тестирую что-то. Ну, я редко, пожалуй, тестирую уже ТВС во время бега. Вот. Саня, что думаешь о телескопах? Видел телескопы от Xiaomi? Бетлан, я в них не в зуб ногой. Я, понятно, могу о них что-то там рассказать и, может быть, даже сделать умную мину. Но это, мне кажется, не мое. Вот. Ну зачем говорить в том, с чем ты не разбираешься? Постепенно начинать разбираться, ну может быть. Poco F2 Pro хочу взять, сталкивался с ним. Много хороших отзывов, единственное, что я читал. Лайк прожал на 5 лет вперед. Вячеслав, спасибо большое. Realme Buds Air Neo. Брать, вам решать, не знаю. Наверное, больше да, чем нет. Но если по размеру они вам подойдут, они не такие уж универсальные. То есть это не такой же размер, как у тех же AirPods. Они чуть-чуть больше. А тебе с App Gallery норм? У меня стоит Play Market на P40 Pro, поэтому все норм. Keycard Fish, у меня такая модель была и окей. На MIUI 12 заряд больше держит, кстати. Хорошо. Ну, в принципе, норм, но иногда на стримах неадекватно себя ведет. Хороший микро для тебя – это хорошее вложение. Нет, так это просто микрофон телефона. Ну да я не разбираюсь, как эту штуку подключать. Мне надо и камеру купить для стримов. Хорошее вложение. Хорошее вложение, не знаю. Ладно, пойду. Удачного стрима, лайков побольше. Игроман, спасибо. Да, я думаю, мы 400 догоним и попрощаемся.
Всем пора работать, а следующее воскресенье будет супер интересный стрим лично для меня, потому что я буду всю неделю ломать голову, что бы я хотел купить на распродаже. Вот. Какие уши играют, как уже по громкости КЗ Z1. Очень понравился звук, на автономность убивает. Данила, тогда и ходите с ними. Анкера, но это все уже дорого. Сашка, крупные планы на видео хороши. Надень маску, Дарк Вейдер, пуховик. Тут смотрел на батарейках твой обзор. Немного крупных планов не хватало, но немного. Хорошо, буду думать. Спасибо за конструктивную критику. БУ флагман или новый среднебюджетник? Два риста. Я думаю, новый старый флагман или новый среднебюджетник. Я думаю, вы понимаете, о чем я. Добрый вечер, что скажете про Redmi 9? Есть обзор на канале. Следующая распродажа будет 25 числа. Вот, или 23-го. 23-го вроде бы. 23-го почему-то, кстати. Не забываем прожать лайк, давайте 4 сотки. Дружно. Как вам Pixel 5? Я не тестировал Pixel 5, это Pixel 4. И Pixel 4a, точнее, это Pixel 4. Как тебе OnePlus 8T? Хочу купить. Вот настолько он мне понравился, что хочу купить. Правда ли из 8 серии лучше всего OnePlus T? Ну, так всегда. Как бы это логично. Это OnePlus 7T Pro, там OnePlus 8T. Вячеслав 27 вроде 27 что? Дальше, какие еще у нас вопросы остались до отключения от стрима? Когда обзор на Bluetooth модель для проводных КЗ? Когда? Не знаю. Как решусь. Думаю, в декабре уже. Давайте я потестю их. У тебя есть ПК? Я на ПК монтирую видео, конечно, он есть. Куда переезжаешь? В город Санкт-Петербург, Радик, домой. По прошествии больше, чем 10 лет. Как снежный шар стоит около 7,5, когда Fifine от 2000 можно взять. Кикард, я не знаю, где вы смотрите цены, но если вы посмотрите на Али во время распродажи и... ну сейчас же матрица. Сейчас же курс просел. Я не смотрел пока. Я за 4000 покупал, даже дешевле, по-моему. Может стрим в субботу, а то в воскресенье вечером сложно. Нужно пораньше лечь, чтобы идти на работу. Может быть, Андрей, если народ поддержит. Друзья, как вам суббота вечер? Или все-таки лучше воскресенье? Пятница черная 27.11. Поверь мне, Вячеслав, я знаю намного лучше. Пятница черная будет с 23 по 27 число. 27 числа будет это сейл пятидневный. А Black Sale это после продажи, уже будет с 28 по 30, там будут продавать остатки. И это прям инсайт, Вячеслав. Что можешь сказать про звук Anker Soundcore 1? Он хорош, посмотрите обзор. Заказал по хорошей цене Anker Soundcore Live P2 за 2700, ждите. Александр из 20, по-моему, 4 девайсов, которые я заказал, 9 мне еще не выслали, ничего страшного. На каком-то из них, по-моему, вообще висит отправка 24 дня. Я буду ждать до последнего. Ну, как минимум до следующей распродажи. Если не окажется, что там выгоднее цена, если будет выгоднее, я закрою этот лот и куплю следующий. Опять же, сначала предупрежу продавца, вдруг он сможет найти в себе силы и отправить мне товар. Когда обзор на Bluetooth модуль для проводных КЗ? Уже ответил, что как-нибудь в декабре, наверное. Кому интересен стрим в субботу, давайте плюсы. Видите, в реакции 0, значит, к сожалению, нет. Не нашел на вашем канале Redmi 9, а он есть. Redmi 9S я покупал. Однозначно, посмотрите. Дальше что брать? OnePlus Wireless Balance 2 или Wireless Z? Если у вас есть деньги, аниме, купите двойку. Если мало денег, купите Z. Плюсы. То есть реально интересно в субботу стрим. По вашему совету их заказал. До этого не было ТВС. Ну и отлично. Дальше. Привет. Полноразмерные беспроводные наушники. Какие стоит брать? Бюджет где-то 15-20 долларов. Дождитесь скидок на анкеров. Вот анкеровские наушники накладные, либо миксайдеры во время распродажи сможете купить. Или 15-20 тысяч, Олег. Вы что имеете в виду? У меня на OnePlus 8T обработка заказа 42 дня. Алексей, ну, welcome. Хотите на елку и ничего не ободрать, как и я. Такого не бывает, к сожалению. Это вот из жизни. Еще будете потеть, как он вам дойдет, в каком состоянии будете распаковывать, скрипя зубами, думая, не украли ли у вас телефон. Минусов всегда очень много. А плюсы в основном это при любом раскладе дешевый девайс, который можно перепродать с легкостью. Не претендую на верное утверждение, по радио слышал.
Ну, я не знаю, что по радио, я просто знаю, что распродажа основная, пятидневная, на которой все выгребут, будет с 23-го. Видите, это называется разводилово, когда одни люди одно знают, а другие другое. После продажи будет не так все волшебно. Миксайдер завысил стоимость для Беларуси более чем в 2 раза. И это дело в доставке, и дело в том, что у вас там творится, к сожалению, печаль, я вам сочувствую. Стоит ли переплачивать за Vivo TVS или взять Neo? Я бы переплатил. Лучшие беспроводные наушники. 15-20 тысяч беспроводные. А у меня есть топ на канале. Скоро я выгружу топ-10 наушников дороже $100. Но это Сонки тысячные, которые сомнительного размера. Анкера P2F. Anker 2 Pro. Тоже дороже $100. Sennheiser вторые. Но их бы я поставил после этих двух моделей. То есть я бы не стал их брать. Ну, по моим объективным причинам попытаюсь объяснить с точки зрения физики, опять же, в топе и в обзоре на Синхе. И попилки, конечно, AirPods Pro. Если у вас iPhone, то нечего думать, купили и забыли. Anker Soundcore Liberty R2 за 5300 взяли, жду, когда отправят, но написали, что заказов много. Логично, за 5300 они будут, знаете, как рулетку крутить, кому отправить. Стоит ли покупать Field плюс T? Просто есть купон под них хороший. Олег, решать только вам. У меня есть топы на канале, вот смотрите. Саша про часы пропустил на руке. На руке это мои древненькие G-Shock, я им, не знаю, им лет 10-15. 10, наверное. Спасибо всем проголосовавшим. Стрим в субботу все-таки интересен. Скорее всего, да. Когда телефоны дешевле на черной, я, скорее всего, в телеграм-канале еще спрошу у людей. И мы потом решим. Интересно, будут ли те, кто на распродаже выставит скидки на лот по ошибке? Валерия, скорее всего, как всегда. Но, опять же, это очень сильно бьет по их репутации. Если вы будете, как говорят в молодости странные люди, наподобие меня, рубить броню, то мне кажется, кому-то из вас по-любому отправят данные товары. Главное не писать, что это очень жаль, я буду на вас жаловаться, я буду требовать больше, потому что я не купила во время распродажи тот же лот, и вы мне еще заплатите, бла-бла-бла, и я вас съем потом найду. Что-то у меня совсем тяжко с формулированием мысли. Олег, это потому что вечер, потому что воскресенье, и вы думаете, что завтра нужно идти на работу, как и мне. Рамин, привет тебе, спасибо, дядя Саша. Давай Саня просто. Вот если я к вам на вы, то я к вам на вы, а вы ко мне тыкайте мне, в общем. GTS 2, не знаю, Диана, по мне недопиленный, обзор будет, а вот что я скажу, это тайна, покрытая мраком. Пока оверпрайс, единственное, что у меня в мозгах возникает. Что у тебя в руке стоит? То, что у тебя в руке, стоит брать? Конечно же, да. Чисто 400 лайков. Ей! Только что купил Anker, вторые за 4700. Вообще мечта. Вадим, скидывай мне в телегу. Какой лучше смартфон за 30-40к? OnePlus любой. За 30-40, за 40 можно купить 8T. На распродаже даже за 35. Стоит ли покупать Mi Watch? Только как experience в плане умных часов, а так это, конечно, недопиленный девайс. Не для России. Я занят. Где найти эту штуковину, игрушку, которая у вас в руках? Это игрушка Xiaomi, вы вбиваете в поиске, вообще любой мой обзор можно найти так. Название, игрушка Xiaomi и канал Польза.нет. В поиске в YouTube, и вам выкидывает, скорее всего, в 99% случаев первый мой ролик. Мне год назад подарили старый Amazfit Stratos 1, только сейчас про них вспомнил. У них очень быстро садится аккум. Это норм. RES 5 дней, да. За 5 дней он садится. Honor Magic Watch 2 стоит своих денег? Однозначно, если вы покупаете, Алекс, их на распродаже. Какой телефон лучше всего до 12 тысяч? Дмитрий, Huawei, Honor и, наверное, до 12. Посоветуйте до 12. Вадим Забанин. Печаль. Я взял себе антибактериальный увлажнитель воздуха Миджа. Молодец. Вчера получил Tronsmart Onyx Free, звук топ, но тиховатый. Завтра пришлют Anker P2. Будет звук не тиховатым. Норм все будет. Назад можете отписать потом в телеге. Я вбил там какие-то игрушки для взрослых. Не. Ну давайте я вам скину даже. Антистресс от Xiaomi, по-моему, я так называл. Это, в принципе, было не так давно. Наверное, на вот эти вот штуковины я делал обзор месяца 2 назад, по-моему. Там, вот, кубик Xiaomi называется «Успокоиться», цельнометаллический антистресс. Да, конечно, название придумала Гиге и Йохохоу. Не найдешь
Вообще никак. Вот сейчас скидываю ссылку на вот эти вот кубики, на обзор. Не сталкивался с наушниками Лохо? Нет, Локо нет. А Redmi до 12 есть что-то? Да. В телеге у тебя шарящие люди, в наряде. Хук, надеюсь, это не сарказм, потому что там люди вот с такими вот мозгами. Вот с такими здесь не хватит у меня рук. Большие мозги. А еще и коллективный разум, это всегда хорошо. Нормально, что купил камеру за 35 и почти не пользовался ей за 2 года. Торт — это абсолютно стандартная тема. Большинство покупает штуки эти и не делает с ними ничего. Тронспорт Мега Про, может быть, может. По-моему, не, мне Тронспорты ничего не посылали. Дмитрий, советую режим. Режим. Какой режим? Окей. Ладно, давайте, друзья, прощаться. Спрашивайте, что интересно в конце концов среди концов. И все. И, в общем, все. Озон 5500, оплата картой МИР за первую покупку. Понял. Лучший телефон для отца нужно до 15 тысяч, нужен хороший экран. AMOLED, диагональ 6 дюймов. Михаил, в телегу напиши. Есть телеграм-канал взаимопомощи. Там вариантов тебе миллиард просто закинут. Я еще раз повторяю, вот наберется у меня много-много телефонов, хотя бы штук 30, и я уже буду лавировать и вылавироваю. Я понимаю, что просмотров будет немного, но во всяком случае у меня будет больше опыта. Саня, Life P2 за 4900 норм? Нет, дорого, овер дорого, Рамин. Жди распродажи, купишь их за... Там народ за 2300 вообще покупал, ну хотя бы за 3000. Stratos 1 можно слушать через Bluetooth? Да. Да, Рес, посмотри, не утруди себя, посмотри, пожалуйста, обзор на моем канале на Stratos. Первые, это Amazfit Pace, их 2 целых уже. 3 года назад первый обзор на канале, и вот недавно был тоже. Mi Watch Color Spot Edition, новая глобалка с NFC будут, не знаю. Наверное, да. На что следующий обзор? На кроссовки баскетбольно-зимние. Есть ли рекомендации для наушников для использования в душу? Не использовать Леонид, а так только Соньки. Взять средний бюджетник за 15 тысяч и XR в рассрочку. И самый главный лайфхак, Леонид, а как уши мыть? Пока и хорошего вечера. Бедлам, спасибо, что зашел. Диана, спасибо, что зашли. Wildberries много пали продает Диана, и про это просто тонны информации в интернете. А с техникой совсем беда, это исключительно мое субъективное мнение. Я человек, который там покупаю футболки по 100 рублей, боюсь там покупать что-то серьезное. Скоро будет обзор на LG Tone Free. Нет, не скоро, Илья, не скоро. Я их не покупал еще, это не хайповая тема. Будет обзор следующей распродажи на Авито, имел в виду Черную пятницу. Да, с 23 числа будет Черная пятница, соответственно, в воскресенье или в субботу я сделаю стрим. Я еще решу, потому что я сделаю сейчас в телеграм-канале опрос. Когда делать стрим? В субботу или в воскресенье? Когда людям удобнее. Есть новости, будет ли Mi Band 5 с NFC? Глобалка, никакой новости вообще. Не в курсе. 3400 Live по 2 норм, но можно и дешевле. Обзор футболок за 100 рублей. Твое. Почему Huawei GT2 Pro подорожали, а Amazfit 2 нет? Потому что Huawei GT2 Pro, ну, покруче слегка будет. Разве не 27-го? 27-го будет после продажи. Опять же, я говорю, я не знаю, зачем это делает Али, но основная распродажа начнется 23-го, а вы уже 27-го будете выгребать остатки, которые, может быть, и сладкие, но как бы стрим в воскресенье. Окей. Всем добра, спасибо, что еще раз пришли. Давайте прощаться. Алинур, счастливо. Сарбина, 2 Кристин, 2 Риста, счастливо. Алексей, счастливо, раз счастливо. Андрей, счастливо. Если Валерия все еще здесь, удачи. Диана, счастливо. Дамир, счастливо. Модел Пати, зашел. Фри, счастливо. Ичи, спасибо, что зашел. Эвил, счастливо. Вячеслав, спасибо тоже, что зашел. Тебя всегда приятно видеть. И думаю, все. Пока. Good luck. Слава, удачи. Спасибо, что зашли. Тындарин-дарин.